Готово? Гимн, наверное. Акшам шәршіліңіз қайры олсын достылар. Бүгін Қара Деңіз Продакшн студиясында балабан бір байрам. Біз бүгін біздің баш мөреріміз белі шайре ве журналист Лиля ханым Буджурованың 60 елғыны қайдетеміз. Асалында оның доған күні бір афта евелсі, ноябрь бір күні олып кечті, ama бүгін біз бүтін Қырымнен бұл байрамны қайдетмеге істедік. Біз бүгін профсоюзлар сарайында болуынамыз, ве мұнда енді зал енді аман-аман толды, ве менің янымда Лиля ханымның мұхлислері да olan. Selam aleykum. Алейкум селям. Siz бүгін кіммен берабер келдіңіз бұл байрам? Бүгін Хурантаммен келдім, балаларыммен, ақайыммен келдім. Лиля ханымның юбилейіне. Істедім ки балаларым көрсін. Бұл не қадар белі ве ақылы инсанын юбилейіне біз келмек істедік бұтын Хурантайнен. Лиля ханымның пек белі шиырлері ішінде «Говори, отец, говори», сон «Разговор с сыном», олары денегенде ағламай істейсін, олары еп денемек істейсін. Onun үшін мен істедім ки бұтын балачықларды келсін ве көрсінлер бұл адамын ветан первер не қадар олдығыны ве бұл шиырлері денегенде халқымыздың кечміші ақымыздан ичі ұнытылмай. Бұл шиырлер бізе еп қатырлата оны. Onun үшін Лиля ханым сақ олсын, олы шиырлер язған үшін. Ве Лиля ханымға сағлық, uzun yıllar бақыт тіліме істейміз. Çok sağ olunuz. Aslında bugün Профсоюзлар сарайында бүтін Қырымдан адамлар топланды ve benim yanımda Emine Hanım Hüseyinova belli şairimiz. Emine Hanım. Алейкум селям. Бүгін мына көресіз қалабалық халқымыз Лиля ханымның китап тақдыміне бұйырдылар. Машалла, мүмкін айтмаға халқымызға. Ve elbette Lila hanımны biz білеміз, адалетлі бір қадын, хақсызлыққа қаршы тұрған, көреш еткен, ұмытке әр вақыт біле теміз көзлерінен баққан инсан. Поэзия изгнания деген китап тақдыміне бүгін келдік, қуандық. Алла ona nice daha güzel eserler yazmağa Allah nasip etsin. Sağlık, selametlik ona tileyik. Sağ olunuz. Siz de sağ olunuz. Bugün aslında 60 yılında Leyla Hanım öz edebi akşamını geçirecek ve öz jeyintığını da takdim edecek. Endi bu jeyintığını adamlar alırlar. Leyla Hanım onlarını imzalay ve bugünkü merasimni siz bizden beraber görebilirsiniz. Çünkü bütün merasim canlı yayında aydınlatacak. Biz ile olunuz.
Так что имейте в виду, что мы сами
Беріңіз, мен бұны машинаға алып кетейін. Занят. Biletler kimde? Сайгы достар, бүгін ақшам Лиля ханым Буджурова өз ширлер жиынтығыны, поэзия изгнания адылы жиынтығыны тақдим етежек. Ве чоқсымда келген адамлар енді бұл жиынтығыны алып, өз дейі сұраутылармен біздер мербер байлашачақлар. Селам алейкум. Алейкум селам. Сіз де жиынтығыны алдыңыз енді? Біз де алдық, келдік бүгін чоқ бекленілген мерасим. Лиля ханымның кітабын алдық, о бізге yazdı оны. Лиля ханымны оның шариетінден чоқтан білеміз. Ветанперверлі оның ширлерін білмеген қырымтатар адам жоқ мен белесем. Ве бүгін келіп, өз көзінен көріп, құлағынан ешітіп, бұл мерасимге қосылып, қол тұтып, чоқ менің келгенімізге. Чоқ сау болыңыз. Мына для Вера хамыз айтқаны кебі, Лиля ханымның ширлері бұтын қырымтатарлар арасында белі, чөнки 80-90 сенелері айны оның ширлерінен о біздің халқымыз арасында белі олды. Сонра есе 91 сенесі қырымға қайтып, Лиля ханым белі журналиста олды. Ве асында бүгін сіз Лиля ханым ақында фильм көрежексіңіз, чөнки бұтын мерасиміміз жанлы яйында көстерілежек. Алия. Я забираю это с собой в антракте еще. Все, переезжаем? Все, хватит, да? Айдар, все? Переезжаем. Селям алейкум. Сильверанова, да? Скажите.
Şimdi burada kal. Ne sen? Да ты чё? Давай, я сейчас спрошу. А это прямой эфир olacak. Все, я вот спрошу. Давай. Ну, мне пойдем. Что слушай? А у вас уже другая. Я больше сижу. Почему ты не села? Я здесь. Ева, У нее ручки ледяные, свалены. Малаш, на секундочку отойдите, присядьте. На секундочку. Нет, не так, давай. Сядьте, сядьте, сядьте. А вы давайте, я здесь рядышком. Юрханов, сіз бережем, когда мы будем поэтому вы топитесь там. Надо, нет, так не надо, я не отсюда. Вот так. Нет, Нариман, выйди. Вот. Нариман, выйди на точку, где ты будешь. Левее уходи. Левее уйди. Левее уйди. Вот. Да. Вот он будет вас брать. Сюда, посмотри, сюда. 64 точно. Лилю Хану, видишь? Все, все. Говоришь? Нет. Вместе заберем. Да, вместе заберем, хорошо, так хорошо. Я тебя наберу. Я сам тебя наберу. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. O'z yerlerimizde yerleşiniz lütfen. Bir dakikadan konsertimizni boshlayacakmiz. Hepiniz hoş geldiniz.
Bizde daha bir ricamız var saygılı misafirler. Özünüzün cep telefonlarınızı söndürünüz lütfen. Sağ olunuz. Не, ну определенка этот 600 и 218. Кишиев? Наш Кишиев. Ну вы Аблику, я его. Подожди, не понял. А сегодня? Нет, из социального года. Аблик на своей воде, я на своей воде. Сколько? Даже? Это как дрон, короче, да? Ну да, это же надо отдельный чек. Без банкета, конечно. Либо вот так вот. Савеле разбери. А он там не будет перебывать, если он красивый? Сам? Если он не будет тоже G-мастер, да? Смотри, офигеть. С утра до вечера. С утра. 20 часа. Да? И не каждый день. Да? Вчера вот одно было. Есть съемки, еду, нет съемки. Я сейчас ищу вторую что-то. Что? Дайте я пройду. Давай. Где стоять? По центру на крестике, на крестике. На кресте представляешь.
расходились сильно, чтобы ну, чуть ближе стояли. Мы все слушаем и сделаем получку, как мы говорим. Сначала 2 сверху, да. И потом 2, да. Хорошо? Это на ведущий? Я не поэт. Пишу лишь для того, что нет другого выхода для боли. За горькую судьбу народа моего, за Крым, томящийся в неволе. Земля, живая плоть. Какая мука, когда из тела матери рвут плод. Пусть будет проклят тот, кто поднял руку на родину мою, на мой народ. Selam aleyküm saygılı dostlar. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Omur'un manası terendir, ölçüsüzdür. Omur akkan suvdur, felsefedir. Bugün bu akşam hepimizni birleştirgen insanın felsefesi hepimizge bellidir. Korkup bilmegen, iradesi güçlü olgan, saf yürekli ve kıyınlıklardan hiç korkmagan Lila Budjurova bugün öz юбилейini kaydetti. Saygılı cemaat, bugün Lila Hanım Budjurova öz юбилейini kayıt etti. Keliniz bu dülber, halksever, Ali Cenap insanını gurdeli alkışlayık. Bugün bu vatandaşlarımız siz için toplandılar. Hayırlı yaşlar olsun. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz dostlar. Edesi buyurunuz cemaat, yerlerinizge oturunuz. Lila Hanım bu gürdeli alkışlar siz için ve şunu da aytmak istedim ki bugün aslında akşam devamında pek çok çıkışlar olacak. Bugün Lila Hanım'ını hayırlamak için çoktan çok insanlar geldiler. Bu hem de sizin zinadaşlarınız, sizin meslektaşlarınız, sizin dostlarınız, soy akrabalarınız. Bugünkü юбилей akşamı siz için ve dostlar bu юбилей akşamını elbette ki biz birlikte kaydedeceğiz. Sevimli artistlerimiz ise en parlak çıkışlarla kuvandıracak ve bu da hepsi değil.
Ve şunu da aytmak istedim ki aslında bugün toplangan paralar bu Hayriye konserti Karadeniz Production Studiyasının Balalar proyektinin inkişafına yollanılacak ve bu da elbette ki Lilya Hanım'ın büyük gayretliğidir. Büyükten büyük teşekkürler bildiriyoruz Lilya Hanım. Çok sağ olunuz. Aslında hangi sanı bakmasan, birinde Lilya Hanım'ın faaliyetini görmek mümkün. Jurnalistika, cemaat işleri, şiiriyet ve ilahiri. Bu insanın ömür yolu o kadar parlak, farklı, mündereceli ve çeşit kureşleriyle bağlı edi ki gurur ile halkımızın sadık kızı diyebiliriz. Geliniz beraberlikte Lilya Hanım'la yakınca tanış olayım. Как пахнет Родина, сухой травинкой, запутавшейся в волосах ребенка, сосновой веткой, горечью полынной или печалью в сердце погребенной, овечьим сыром, кофе ароматом, разлитым звонко в тоненькие чашки, дах-чаем, миндалем, душистой мятой, сегодняшнюю явью, сном вчерашним, или жгучим криком чайки одинокой, или чатырдага высотою снежной, старинной песней, музыкой далекой. Нет, пахнет моя Родина надеждой. 1988 год. По всему Союзу у каждого на слуху крымско-татарская проблема. Дальше ждать невозможно. Крымские татары требуют восстановить в правах и разрешить, наконец, вернуться на родину после долгих лет несправедливых обвинений. На митингах, встречах повсеместно звучат стихи. Пронзительные, меткие, цепляющие самое сердце. Лиля Буджурова. Кто она? А вы слышали новое стихотворение Буджуровой? Говорят, на следующей встрече она снова будет читать. Ее стихи были как набат, это я уже говорила, действительно настолько были сильны и трогали самые тонкие струны пережитого нашим народом. Лиля ханым Буджурованың мен таныш oldum. 90-cı senelerin birisinde Союзный совещаниеде Яңгүйілде oldu. Балабан uzun palatkaların içinde milli harekette albarıcılar ular arasında Lilya birinci sefer şiirini okudu. Onu okuyan şiirini o arada men özüm yazıp alıp ketken edim Абинскийге. Анда okuyan edik o şiirini halkka. Но впервые имя Лили Буджуровой я услышал в детстве. Это были начало 90-х годов. Учитель мой, она дала мне сборники стихов Лили Буджуровой. Я тогда принес их домой, помню, читал, и, конечно, это было очень проникновенно, глубоко, и вся моя семья была, наверное, в каком-то таком единении с автором. Разговор с сыном Крым татарча окудым. Білесіз, залда ойлы бір сүкінет бір пейда oldu ki, yaşlar da, kartlar da ve erkekler de көз yaşlarını saklamadan, gizlemeden ağlap oturdular. Daha evlenmezden evvel okugan olsam da, endi özüm ana olarak o şiirini okugan son, o şiirinin küçüğünü ve onun bizim halkımızın faciasını nasıl etip göstergenini anladım. Yazgan şiirlerinde hepimizin yüreğimizin көтеріп, Kırım'a mutlaka kaytarmız deyip umut etip bizge aşılagan edi. Onun aytkan şiirlerini hepimiz şonдай қол тұтып шапылдатқайдық дейжекмен. Вот в моем представлении Лиля была как стартовый пистолет, бывает же, вот старт, когда дает. Мое представление как раз-таки для возвращения она была как стартовый пистолет. Очень даже она сильно повлияла. Даже те, которые, скажем, не хотели даже ехать в Крым, и то они вот тогда были заражены этими стихами Родины. Что заставило молодую женщину написать такие строки? Большое горе, объединившее целый народ. Невыносимая тоска по родине, которую так внезапно, несправедливо отняли. Родной Демирджи, о котором неустанно говорит отец. Я бы вечно на них смотрела. Смотрю на эти камни,
на эти скалы вечные. И думаю, сколько же они видели. Я, знаешь, я в детстве думала, когда-нибудь я приеду сюда вместе с отцом, и он мне расскажет об каждом этом камне, где он был, как он туда забирался. Я очень редко спускаюсь в это село. Я приехала в Крым в 91 году, а в родное село не приезжала, наверное, еще лет 5. Хотя казалось, когда я там жила в ссылке, я думала, я приеду и я просто сниму обувь и босиком пройдусь по этим улицам и руками потрогаю стены домов, которые еще, наверное, помнят тепло моего папы. И не смогла. Я не представляла себе, как я войду в это село чужой, не туристкой, которая ничего не знает. Я ведь не была здесь, не родилась. Я ждала, когда приедет отец, чтобы войти в это село вместе с ним. Вообще первое стихотворение, которое я написала, «Скажи, отец, зачем черны мои глаза», это было папе. Папа для меня символ, первый символ моей родины. Папа у меня символ Демирджи. Я его вижу сейчас везде. Вот мне кажется, вот я сейчас оглянусь, и папа вот там. И поэтому Крым и папа для меня совершенно идентичные такие моральные понятия. А компьютеров тогда, естественно, не было. Это были печатные машинки, и была такая папиросная бумага, потому что она тоненькая. В один замес можно было через копирку 8 листочков вот так проложить, и тогда 8 экземпляров стихов сразу за один раз можно было напечатать. И Алара Метлия Санфуата-Блинитов, наш замечательный врач, у него в квартире сидело несколько девочек, которые с 3 машинками, которые вот сидели, набирали эти стихи, а потом они по почте или через нарочных разлетались по всем крымским татарам. Как пахнет Родина, сухой травинкой, запутавшейся в волосах ребенка, сосновой веткой, горечью полынной или печалью в сердце погребенной, овечьим сыром, кофе ароматом, разлитым звонко в тоненькие чашки, так чаем, миндалем, душистой мятой, сегодняшней явью, сном вчерашним. Или жгучим криком чайки одинокой, или чатырдага высотою снежной, старинной песни, музыки далекой. Нет, пахнет моя Родина надежда. В Крым она приехала в 91 году уже известным поэтом. Здесь в то нелегкое время родилась новая Лиля Буджурова, журналист и общественник. Жизнь в Крыму, она была настолько активной, она даже была, активной это не то слово, это был бурлящий котел. Это всегда что-то кипело, происходило, взрывалось, бабахало. Нужно было лететь с утра в Джанкой, после обеда в Керчь. Сервер, они же их убьют! Не стреляйте! Пронзила история с Красным раем, когда 26 человек избитых были взяты в заложники, и потом народ с митингами протеста освобождал их. Пронзила в Белогорском, рядом с Карасу-базаром в Белогорском районе история, когда отец 3 детей от безысходности убил себя током, и эти 3 детей и жена остались без кормильца, и потом всем народом помогали им достраивать дом. Пронзили 3 сгоревших детей в палатке на Мечети. Пронзили 2 умерших, горевших детей рядом с промзоной в Симферополе, когда скорая помощь отказалась ехать в крымско-татарский поселок, потому что там было бездорожье.
когда меня повезли до встречи с людьми в Сарысу, тогда там еще было чистое поле, и меня тогда это просто поразило, когда я смотрю поле, а где же они тут живут? И тут ямка, и надо спускаться в эту ямку. И было две огромные землянки, и в этой землянке это просто был такой подземный, такой холл подземный. И из земли же были такие холмики, они мне напоминали могильные холмики. Это были кровати. А еще в земле было ниши, а в нишах стояли бутылки с зажигательной смесью. Эти люди спали рядом со своей смертью. За короткое время Лиля Буджурова стала больше, чем просто журналистом, наблюдающим со стороны, не вмешиваясь в процесс. Если некому было защитить крымских татар в критический момент, если где-то нужно было взять на себя ответственность, она выходила вперед и действовала. Такую же решительность Лиля Буджурова проявляет в отношениях с близкими и друзьями. Для них она лучший друг и надежная опора. Один раз наша подруга проводила свою дочь на поезде учиться. И в какой-то момент дочь перестала отвечать на звонки матери. И Лиля, я не знаю, она там объявила план перехвата. Она обзвонила, поставила на уши всех, кого можно, и, наверное, тех, кого нельзя. В результате проводница влетает в купе, а дочь нашей подруги просто мирно спит на своей полке. И вот в этом вся Лиля. Она расшибется в лепешку в любое время суток, и это тогда тоже была ночь, но сделает все, поможет в любой ситуации. За любым символом, человеком-символом всегда стоит просто обыкновенный человек со своими плюсами, минусами, со своими проблемами. Со стороны Лиля Буджурова — это Лиля Буджурова, где имя и фамилия неразрывно связаны, и это некий символ очень острых слов, явно выверенных и Богом данных в умении выверить и поставить акценты так, как они есть на самом деле. А во взаимоотношениях и в быту это обыкновенный человек, очень сильный на самом деле, характером где-то, как у любой сильной женщины, граничащей с мужскими какими-то чертами. А она такой по натуре очень взрывной и, мне кажется, вспыльчивый человек. И мне сдается, что эти качества очень важны для творчества. Да? Потому что на вот этом пике как раз весь внутренний мир выливается с выверенными словами какими-то, с выверенными фразами, где мне кажется, что ей даже не надо применять к себе цензуру. Они настолько попадают в лузу, все эти фразы, все эти слова, как и в стихах, и они делают Лилю такой, какая она есть. Да? Вот этот характер вот с какой-то резкой синусоидой вверх, вниз, и оно вот делает вот такую яркую личность, рядом с которой, например, наверняка очень надежно, но, наверное, в общем, и достаточно сложно. Активная моя общественная позиция, моя журналистская деятельность, она заставляла меня быть везде, где что-то происходит. И в результате так оказалось, что меня выбрали делегатом Курултая, потом на Курултае меня выбрали представительный орган крымских татар, и я была единственной женщиной в первом созыве представительного органа. Но я такой же делегат, как и все присутствующие. И я думаю, я имею право сказать то, что я думаю о том, что у нас происходит вот все эти 4 дня. Вы меня простите, но нам лучше было знать, кто рядом работает, а кто не работает. Я оказалась в Верховной Раде Крыма, стала депутатом от фракции Курултай, и это было тоже очень насыщенное время. Это было очень драматическое время для Крыма и для нашего народа, но оно было очень важным для нас, потому что мы 14 крымско-татарских депутатов в крымском парламенте, состоящем из 100 депутатов. Я думаю, что мы своей работой вывели крымско-татарскую проблему в повестку дня для всего Крыма. С нами стали считаться. Хатырлайым, Лилия Буджурова, Татьяна Корбанен бәрбер ачлық илан етті. Парламент қаршысында чадырлар құрдылар. Бүтін Қырымдан келген инсанлар, мен анда айтмас дейін, тек Қырым татарлары дегіл, башқа миллеттің векілері де келіп башладылар, дестек көстерелер. Бұларға, бұл ачлық илан еткен инсанларға қол тұталар. Бұл еттіріп сиясетте бек бір кергін вазиетлеріні Лилия Буджурова өзінің принципиаллігінен,
өзінің талапкарлығымен, өзінің әділетлі сесімен честі. 1994 жылы біз да Қырымға енді келген бірінші жылларда мен бір вақияны қатырлайым. О вақыт Қырым Назирлігінің вице-премьері Евгений Сабуров деген адамдан мен аңлаштым, бір интервью алмаға. Келдім, беклейім, 1 саат кечті, 2 саат кечті, мені қабыл етмей Сабуров. Айталар, мына шынды бошай жақ. Сон оның ярдымчысы, шымды Девлет архивінің директоры Олег Лобов маған бақып айтты: если бы на вашем месте была сейчас Буджурова, она бы ни минуты не ждала. Она бы просто ворвалась и сказала: моя работа, вы мне обещали вот в такое-то время дать интервью, и значит, будьте добры, отвечайте на вопросы. Лиля Буджурова стояла у истоков основания первой после депортации независимой газеты «Авдет». И почти сразу она появилась на телеэкранах, став рупором крымских татар. На ГТРК решили провести передачу о Курултае, и никто из тогда действующих редакторов и журналистов на ГТРК Крым не захотел ее вести. И тогда я набралась наглости и сказала: да я ее сама проведу. Все пожали плечами, сказали: ну пусть девочка попробует. Девочка попробовала, у нее все хорошо получилось, как будто она работала 100 лет, как мне потом сказали на телевидении. И сразу же после этого эфира генеральный директор тогдашней ГТРК подошел ко мне и пригласил меня на работу. Я напомню, что у крымско-татарской редакции в самом начале время эфира было 10 минут в неделю. Вот представьте себе, 10 минут в неделю. Работали мы тогда день и ночь. У нас не было никакой техники. У нас были какие-то дома для хоум-видеокамеры. Монтировали мы в общежитии у нашего главного режиссера в комнате у Рифата Маликова на 2 бытовых видеомагнитофонах. И когда писали звук на микрофон, там обычно, я не знаю, может, даже не концертный, то получалось так, что скорость верчения этой кассеты на этих видеомагнитофонах была разная. Это была мука мученическая, и по 2 минуты сюжета мы могли монтировать из-за этого по несколько часов. Леонид Грач, Багров, Безазиев, более бір қараманларыны, оле бір эр тарафтан, ев, сиясет, албарған фалиет, бүтін бөшелеріні ашықлап, айдынлап көстерді. Мен айтмас деймін, кескін левхалар ана юрт программасында oldu. İnsanlarga, Kırım Tatarlarga nisbeten adaletsizlikler anda gösterildi. Çadırlar, evler, mecburi evler kurulgan, mecburi kasabalar kurulgan yerlerde bu programmalar barıp yetiştirdi. Акшам шарифлеріңіз қарлы olsun, азиз ватандашлар. Добрый вечер, дорогие телезрители. Я очень рада снова встрече с вами после 2-месячного перерыва. Для тех, кто не видел нашу последнюю передачу, я сообщаю, что теперь передачи с названием «Меджлис Информ» на крымском телевидении не будет, а будет передача «Анна-Юр», что в переводе с крымско-татарского означает «Родина, Отчизна». Для некоторых наших телезрителей очень не нравилось название «Меджлис Информ», оно мешало им спокойно жить, и мы решили его заменить из милосердия. Быть может, от этого станет кому-то легче. Я как директор не вмешивался в ее процесс совершенно, но честно за это я и огребал по полной. Я никогда не знал, о чем будет эфир Лилин. Я никогда зачастую даже не знал, кто будет у нее гости. Во-первых, у меня всегда было такое правило во время Лилиных эфиров быть у себя в кабинете, потому что, как правило, с первой же минуты начинались звонки директору, либо остановить эфир, либо повлиять на что-то, либо успокоить ведущую. Она очень нетерпима к неправде. Поэтому ее эфиры, конечно же, всегда на ГТРК Крым были очень острые, и во время ее эфиров, естественно, у меня телефоны раскалялись. Принципиальность, кристальная честность и профессионализм быстро сделали Лилю Буджурову эталоном крымской журналистики, символом новой эпохи, времени демократии и журналистики без цензуры. И если у одних это вызывало чувство гордости и уважения, то других попросту злило. Однажды мы снимали митинг, мы их называли, этих стариков, которые любили митинговать, вязаные береты. И к нам подошел дед с палкой, и он начал на Лилю там, значит, наезжать и какими-то словами ее обзывать, и палкой этой своей ей в лицо махать. Она слушала все это спокойно, а потом сказала: дед,
Я, конечно, маленькая, хрупкая женщина, но на тебя у меня сил хватит. Ее четкая позиция нередко становилась причиной критики и угроз в ее адрес, а иногда и реальной опасности. В марте 2006 года неизвестные облили бензином и подожгли ворота гаража рядом с домом Лили Буджуровой. Дома тогда находились пожилая мама, сестра и племянница. Что больше всего ее напугало в этой истории, что то, что полетело там в окно, и то, что бросили эти негодяи ей в окно, могло попасть на ее внучку, которая тут спала в кроватке. Но даже такие события не могли заставить Лилю Буджурову отказаться от своих принципов. Каждая СМИ, если в нем работала Буджурова, считалась объективным на 100%. Будь то газета «Первая Крымская», где она работала больше 10 лет, или телеканал АТР. Добрый вечер. Ее приход на АТР вывел телеканал на новый уровень доверия со стороны зрителей. Программу «Гравитация» зрители смотрели до последней секунды, а новости «Заман» под ее редакторством считались лучшей информационной службой полуострова. Это был не очень легкий для меня шаг, когда я рассталась с телекомпанией, на которой я работала почти 30 лет, и перешла на другую телекомпанию. Но я совершила этот шаг, потому что эта телекомпания была крымско-татарской. Главные для меня слова. И придя на эту телекомпанию и начав этот проект под названием «Гравитация», я самим словом хотела сказать людям о том, что мы все связаны между собой. Потому что гравитация – это не закон притяжения, открытый Ньютоном. Гравитация – это связи, это взаимопритяжение. Я очень прошу вас немножечко успокоиться. Давайте мы поговорим на другие темы. Не употребляйте слово «руководящие органы культуры». Ну нельзя руководить культурой. Я сейчас очень на вас злая. Если вы мне даете право выражать свои личные эмоции, значит, я должна взять этот iPad, потому что жалко, нет татарского флага. И значит, я могу вас ударить. Если сидящим в зале дать в руки хотя бы по игрушечному пистолету, они откроют друг по другу стрельбу. Вы видите, какое настроение? Диаспора. Наболевший вопрос. Один раз по-человечески посмотреть. Ну, ошибся я. Нет. Ну, давайте забудем. И снят вопрос на веки вечные. Из уважения к вам. Я извиняюсь за это. Ну, ее самый главный принцип был, это обязательно разность точек зрения. Чем разность полюсов была больше представлена, тем лучше. И самое главное, она давала возможность это выразить, высказать, аргументировать, доказать. Поэтому на эту передачу зачастую была даже очередь из различных, от простых людей до чиновников высокого ранга, которые действительно хотели довести эту точку зрения. И это получалось. Буджуровой было всегда и легко, и тяжело. А в плане легко. Легко было с ней заговорить и заинтересовать, рассказать, наверное. То есть она человек, который жила, работает всегда. Что-то рассказывать, чему-то обучать, она будет всегда эмоционально и жестковато. Это надо уметь выдержать. Это человек-авторитет и в некоторой степени даже каток. Если вы выдерживаете этот каток, это может быть хорошим подспорьем и удачей вашей просто и возможностью чему-то научиться в профессии. Здравствуйте, в эфире «Заман». Самые актуальные и достоверные новости текущего дня. Нас очень часто критиковали за наши новости. При любом политическом режиме, под любыми флагами, под которыми находился Крым, новости «Заман» всегда критиковались. И у меня всегда был на это один и тот же ответ. Мы показывали картину дня. Это была вообще не работа, да? Это вот работа даже кощунственно назвать. Живя в АТР, все, что происходило вокруг телекомпании, внутри телекомпании, ты не просто пропускал через свое сердце, оно там, внутри этого сердца было. И, конечно, это сердце разорвалось на мелкие кусочки, когда телеканал был закрыт. Если говорить о том, какие самые драматичные события в моей жизни были, на первом месте я, наверное, поставлю смерть своей мамы
а второе – это закрытие АТР. Это было также больно. Это было также невозможно осознать даже, что это возможно. Это было так, как будто у тебя вырвали кусок сердца. А закрытие АТР стало для нее просто настоящей трагедией. Вот то, что переживал народ в то время, боль, она все перенесла еще через себя. Она просто заболела. Болела надолго, несколько месяцев, и тяжело болела. Даже в тот момент, когда было невыносимо больно, и когда таймер отсчитал последние секунды работы АТР, и когда экран стал черным, а мы стояли в студии и обнимали друг друга и плакали, мы знали, что мы проснемся на следующее утро и пойдем что-то делать еще. Так и получилось. Это интернет-проект Crimean Tatars. Мы ведь поставили перед собой очень амбициозную задачу сделать Crimean Tatars своеобразной энциклопедией о крымских татарах. Это жутко интересно. Кроме того, мы создали студию Харадинис Продакшн, которая продолжает очень много прекрасных проектов, начатых при АТР. Это, к примеру, наш проект, который теперь называется Джанла Сес. Мы точно так же снимаем великолепные клипы. Мы точно так же стараемся быть на всех важных, но теперь уже только культурных и социальных событиях, связанных с крымскими татарами. Проект Crimean Tatars стал еще одним таким любимым детищем Лили Ханум, где она себя реализовывает вот так же на 100%, как на АТР. Даже при этом сохранив вот эту вот оперативность, динамику, как будто вот мы выпускаем все в прямом эфире, и нужно это все подать вовремя, ни в коем случае не позже, все с такой же педантичностью, с такой же правдивостью, с таким же качеством. Лилия Ханум тут спуску не дает никому. Работа также продолжается в круглосуточном режиме. Очень часто в наших рабочих чатах Лилия Ханум и в 2 часа ночи, и в 3 часа ночи направляет задачи, где-то там критикует, что-то не так сделано. То есть для нее важно все. В этом году мы закончили и показали зрителю первый крымско-татарский фильм, сказку «Хадыр Деде». Это нечто фантастическое, когда ты не просто идешь вперед, а вот идешь, идешь и идешь, вот и говоришь, а я пойду все равно. Пусть там вот эту дверь передо мной закрыли, а я найду щелочку, просочусь, и все равно я должен. Вот им, тем, кто закрыл двери, и кто вот вокруг, для которых это важно, я все равно должен пойти вперед. И когда ты так думаешь, что те камни, которые по дороге попадаются, на них внимания не обращаешь. А ты думаешь, а вон та скала, а я сейчас через нее тоже перелезу. И пусть они все, и свои, и чужие, и те, кто тебя ненавидит, и кто нас всех любит, пусть они видят, что мы и эту скалу тоже преодолеем. И если кто-то думал, что нас можно зарыть в землю, я повторю эту банальную фразу, он просто забыл, что мы семена. Она настоящий журналист, настоящий человек и настоящий друг. У нашего народа она одна такая, яркая, масштабная личность, бесстрашная и принципиальная. И очень ему нужна. Вот умение справиться где-то с эмоцией, быть сильной даже с друзьями, это ее вот такая черта. Она не то, что не может она и хотела бы быть слабой. Ну просто вот уже Буджурова не имеет права быть слабой. В сложные времена людям нужны личности, которые будут их вести за собой, сильные и принципиальные. Несомненно, что для крымских татар одной из таких личностей является Лилия Буджурова. Лилия Буджурованы «Говори, отец, говори» деген шиыры бар. Мен айтма істейм, чоқ язық ки біздің дертіміз оле бір чоқ ки. Да, чоқ айтмақ керек. Лилия, сусма, Лилия, говори. Говори, Лиля, говори. Есть какие-то времена, в которые, наверное, очень важны люди-символы, чтобы на них держать ориентир. И когда произошли условные перемены, назовем их так, то очень многим людям важно было опереться о мнение людей, которые таковыми являются.
И вот то, что Лиля сказала, это было совершенно чуткое, непоколебимое желание жить в Крыму. И оно проецировалось и давалось посылом вовне. И это было очень важно, чтобы были люди, которые говорили, что это земля, куда мы долго шли. И какие бы ни были времена, и никакие бы ни были волнения, и какие бы ни были страхи, мы должны здесь жить. Подытоживая все это, можно сказать, что просто, Лиля, будь такой, какая ты есть у нас. 60 лет – это время осмысления пройденного жизненного пути. Время взвешивания ошибок и побед на весах опыта. Время подведения итогов. Но, кажется, для Лили Буджуровой итоги подводить еще рано. Она и сегодня, не останавливаясь, идет вперед. Saygılı dostlar, kelіңіз бұл қорқу білмеген, ирадели, күчлі ве халқымызға садық olған Лиля Буджурованы бұл санаға дәвет етейік. Лиля ханым, сізні сабырсызлық ile бектейміз, бұйырыңыз. Saygılı dostlar, sizin alkışlarınız Lila Buджурова. Bugün biz beraberlikte юбилейini kaydedemiz. Lila hanım. Çok sağ olun. Bu gösterilgen film pek doğru sözlerinin biten. 60 yıl bu öledir vakit, neticeler çıkarmak için vakit. Dan bir doğru sözler айтылды, мен asıl toxtamak istemeyim. Ama mağa da öyle vakit geldi, nasıldır neticeler çıkarmak mümkün. Evet, çok yollar geçildi, çok kapı açıldı. Ama kapalı olgan soyları da çok edim. Ben siz gibi sürgünlükte yaşayışını vatanda avdetini gördüm. Oylar içine halkımızın hepsi şeylerini, hepsi yaşayışını siz gibi duydum. Ama en esas o geçken ve bugünkü ağır günlerimiz değildir. Benim ve sizin en esası o biz Kırım'da yaşayıq. Mında sabalar ve akşamlar karşılayıq. Mında balarını östürüyük. Mında her gün Allah'a işanıp ondan geleceğimiz için yalvarıyıq. Dan evet bir ömür neticegim var. Bu birinci Kırım'a bu günde çıkargan şiirlerini kitabım. Bunu yapma men 30 yıl bekledim. Ona da içine olgan şiirlerini o nasıl diyeyim, o da 30 evvel yıllarga yazıldıraydı. Öyle olacak galiba, men de mında bir şiir okuyacağım. Onun için en belli şiir, не купленный билет. Мен onu Cevahir Emirovna'nın hatırasına bağışladım. O kadınçık Kırım'na asret olup, vatanı görmeyip, Özbekistan'ın şehirde, yangi yıl şehirde ölgen edi. Bağışlayacaksınız men kartım, onun için benim bakarım içine. Bağışlayacaksınız.
«Некупленный билет» — одно из самых известных моих стихотворений, и оно написано на реальных событиях и посвящено памяти Джаваиры Мировой, которая умерла в городе Янгиюль Ташкентской области, так и не увидев Крыма. В том году все лето было жарким, но не это в памяти моей. Умирала старая татарка вдалеке от родины своей. Задыхаясь, об одном просила или в бреду своем, или в полусне: «Дети, я прошу, кусочек Крыма покажите перед смертью мне». Черноморскую водой бутылку подносили матери глазам, головой качала. Только жилка билась, закрывая путь слезам. Дочь ей ломтик груши подносила: «Мама, видишь, крымская бера». «Нет ж, дочка, не кусочек Крыма, я же говорила вам вчера. Позовите сына поскорее, он меня, наверное, поймет. Сын, тебя под сердцем грело, посади меня на самолет. Я еще сумею встать с постели и дойти ногами до такси, чтобы увидеть Крым, да неужели Бог не даст для этого мне сил?» Уходила глаза от близких пряча, силясь поуверенней шагать, а потом сидела за домом, плача, силы собирая, чтоб солгать. Возвращался. Мама, нет билета. Смотрит мать с отчаянием немым: «Знаешь ведь, родная, что на лето невозможно взять билета в Крым». Я не верю. Попроси соседа, друга, тот с влиятельной родней. Я там Бога попрошу, что беды обошли их семьи стороной. Уходил и возвращался снова, с каждым разом повторяя «нет». Мать уж больше не корила словом, только взглядом жгла: «Где мой билет?» А потом: «Молчи, сынок, я знаю, что добра ты матери желал. Только брат твой, что погиб в том мае, он бы мне билет домой достал. Торопитесь, я уже не в силах смерть упрашивать о каждом дне. Дети, я прошу, кусочек Крыма покажите перед смертью мне». Сколько можно болью резать душу? Хватит, мать, молчи, не говори. Умерла с открытым взглядом, ждущим и рукой, протянутой к двери. Знаю я, у всех трудна дорога. Хватит многим матерям и бед, и лет. Но прошу вас, люди, ради Бога, дайте нашим старикам билет. Шында мен ходжам бір шиырны, о да шиыр бір 30 елге евvel жазылған еді, ама о ватқа жазылған дойқысыны менің асылы жүректен шықмай. Что буду делать я без этой боли, когда когда-нибудь вернусь домой? Для сердца жить, привыкшего в неволе, не станет ли убийственным покой? Боль — это часть души моей жизни, забыть мне не давала, кто я есть, чья в жилах кровь течет, какой отчизны кричит во мне поруганная честь. Боль — это памятью отцовской стала, и деда неувиденным лицом, и запоздалой ярости началом, и застарелой трусости концом. Она однажды
цепью приковала меня навек к народу моему. И я одна из многих тысяч стала, чье сердце похоронено в Крыму. Она открыла мне глаза и уши на горе незнакомых матерей. Отсутствие беды лишает душу. Нехватка счастья делает добрей. Она мне дорога. Я все приемлю, чем болен мой измученный народ. Ведь боль моя — мой путь в родную землю, которым я иду из года в год. Бу шиырды мен насайтым о бүгінгі күніміз ақында yazılған. Я сплю, а мимо ходит леший, дубинку пряча под мундиром. Он бдит, довольно ли сон успешен, а вдруг проснусь опять с задирой и стану умничать без меры, глаголом жечь и семя сеять, крамольную лелеять веру, что хмарь и чернь развеет ветер. Начну, как встарь, искать ответы, не верить лжи в обличье правды, во тьме тайком сойдусь со светом, найду прохладу в пекле ада. Сорву я с губ часть молчанья и закричу, что было мочи о всех земли моей печалях, и день свободы напророчу. Я сплю, я жду, устанет леший. Мой сон дубинку переможет. Тогда приснится мне надежда. Быть может. Язык кемерсе о язо чоқтан жазылған ширлерін бүгін да пек актуаль. Олардың бірісі мен бекем ерім, 8 ерімді құс севел yazылған шыр, Мусе Мамутқа башылаған шырны, о шыр бүгін пек актуаль. Ты видишь, Родина, горят твои сыны. Так много пройдено, а мы не спасены от серой сволочи, от своры дураков, от хмурой морочи бесчисленных оков, от беззакония разбойничьих властей, от запогоненных хозяев всех мастей, от недолеченных историй плутов, запарты белеченных, злом меченых шутов, от дури собственной, готовой всех псарей с доверием родственным величить до царей, не видеть... Пошла нас. Пророчить истого спасенья от Иуд и в ложных истинах не видеть явных пут. Пока в достатке вор, пока дурак в чести, готовы их позором и на костер нести. Но в том огне сгорит Иуда и подлец. Наш пепел говорит, что скоро им конец. Сегодня мы в огне, а завтра чей черед. И в смерти на коне мой огненный народ. Sağ olun. Leyla Şurova, alkışlar. Çok sağ olunuz Leyla Hanım. Leyla Hanım Buşurova, sayılı dostlar. Şüphesiz Leyla Hanım'ın şiirleri erçetken kuvvetlidir, emniyetlidir. Onlarını okuganda ya da dinlegende yürek sızlay ve heyecanlanam. Şüphesiz vatanına olan büyük sevgi Leyla Hanım'ın eline kalem tutturdu. Men eminim ki Kırım'ın manzaraları ve tabiatı da ilham bağışlaydır. Güzel Kırım kimni ilhamlandırmaz? Men razım. Şimdi bizlerini Seyit Abla Mehmetov ilhamlandıracak. Onun icrasında Güzel Kırım yeri.
Karşılayımız Ukrayna'dan ve Kırım'dan nam kazangan artist Seytabla Mehmetov. Eskenlerce yüzüme vurdu. Babalımın otkenlerge göz yaşım düştü. Ben bu ömürde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel kızım. Yaşlığımda kul almadım, vatanıma hasret oldum ey güzel kızım. Bahçalarının meyveleri bal ile şerbet, sularını içe içe doyamadım hey. Yeşil dağlar kurdumana, haydi perde katar sana. Uçağını aç sen bana ey güzel kızım. Yeşil dağlar kurdumana, haydi perde katar sana. Uçağını aç sen bana ey güzel kızım. Gördüm seni yollarda geze geze mi? Vatanımda yaşamaga pek istedim ben. Alıp kendim sana selam, sana hasret milletinde. Kucağını aç sen bana ey güzel kızım. Alıp kendim sana selam, sana hasret milletinden. Uçağını aç sen bana ey güzel kızım. Kırım'dan ve Ukrayna'dan nam kazanan artist Seytabla Mehmetov. Eşinizle sağ olun. Hayırlı yaşlar Lili Hanım. Hayırlı yaşlar. Biz sizni pek severiz. Sağ olun. Siz de çok sağ olunuz. Elbette ki bu sanada bugün de çok parlak çıkışlar olacak saygılı dostlar. Ve şunu da aytmak istedim ki bugün bu akşamı Lili Hanım'ın çok beklenilgen şiirler jıyıntığı da takdim edilir. Poeziya izgnaniya Sirlevalı kitabını elge alıp ilk satırlarından Lili Hanım'ın yaşayış felsefesini, içki dünyasını ve digerlikini iyisete bilesiniz. Hepimiz bilemiz ki Kırım Tatar halkının milli meselesi Lili Hanım'ını daima rahatsızlay. Ve o bütün barlığıyla işe kirişip kete ve eğer bir başlayan işinin mutlaka sonuna kadar yete. Şu kuvandıra ki Lili Hanım gibi talapkar, adım adım öz maksadına rışken ve daima cemaat işlerinin uğraşan vatandaşlarımız bugün bizim aramızda. Ve şimdi onlarını bu sanaga davet etmeyi istedik ki bizim belli cemaat erbaplarımız Emine Hanım Avamilova, Nariman Cilal ve Şevket Kaybulayev'ni davet etemiz. Buyurunuz. Keliniz alkışlarla karşılayıp bizim hürmetli misafirlerimizni.
İşte bu insanlar da daima halk meselesiyle uğraşarlar. Buyurunuz. Buyurunuz. Selam aleyküm hürmetli dostlar, sevimli semiydaşlarım. Selam aleyküm Leyla Hanım. Çok memnunum mında olmağa ve birinciden ne aytmağa isteyim. Çok güzel levha baktık da sizni dinledik ve men birinci növbette sizni değil bizim halkımızını hayırlamağa isteyim. Çünkü halkımızda Leyla Bujurova var ve prinsipiyel başını egilmegen, her vakit oge bakkan ve adım algan öyle bir kadın var. Ama sizni cümlemizni daha hayırlamağa isteyim çünkü Leyla Hanım ne kadar bir sene yaşamagan adam olsa da halkımızda da sıra sıra Nomanlar, Mustafa'lar, Resuller, Ahtemler, ilmiler ve ilahli güzel başını egelmegen ve ne de olsa o her vakit halkımızına alıp bargan adamlarımız var. Leyla Hanım, bu yanı devirde ne vakit halkımız kene bazı ağır vakıyalarından keçi, ne vakit bazı gururla lider dep taşıgan adamları viran oldular, perişan oldular, boş kaldılar. Siz kene korkmayıp gerek olganda üstünüzge bu siyasi da yükünü aldınız da kenege halkımızın sesi oldunuz. Ama men sizge onu şahsi ayttım, endi bütün cemaatına da aytmağa isteyim. Men sizge tileyim ve bütün bizim halkımızga tileyim. Kelsin öyle vakit, hakikatini aytmağa karamanlık olmasın, aydi bir şey olsun. Bir-birimizge her vakit korkmayıp, sakınmayıp, hakkını aytayık. Ve siz aytkan gibi, benim şiirlerim, yazıklar olsa, kene de aktual oldu. Keliniz bu şiirleri, öz aktualligini endi öyle bir keçken zamanında kaldırsınlar. Yani kuvançlı bir satırlarını eşiteyik. Hayırlı yaşlar olsun Leyla Hanım. Наверное, в Крыму нет ни одного салона, который смог бы вместить всех тех, кто хотел бы быть сегодня вместе с нами, с вами. На самом деле, очень многие хотели бы сегодня вам, Лейла Ханум, сказать слова признания, слова уважения, слова почитания и любви. Что такое Лейла Буджурова сегодня для нас, для всех? Лейла Буджурова – это не только проникновенные стихи, которые возвращали всех нас сегодня сюда домой. Лейла Буджурова – это сегодня не только мама крымской журналистики, как говорят сегодня очень многие. Лейла Буджурова – это не только замечательная сестра, бабушка, дочь. Лейла Буджурова сегодня дочь своего народа. Лейла Буджурова сегодня не только набат. Лейла Буджурова сегодня не только рупор. Лейла Ханум Буджурова – это огромное сердце. Сердце, наполненное любовью к родине. Лейла Ханум, я от души хочу пожелать вам, чтобы ваше огромное сердце билось еще очень долго, очень долгие годы. Потому что это сердце, которое объединяет наш народ. Это сердце, которое еще очень долгие годы будет вселять в наши с вами сердца надежду. Ту надежду, которой пахнет Родина. Сахул Лилиджан. Сау. Лейла Ханум, хайырлы яшлар болсын. Мен пек гурурланам, сіз башлаған, сіз аяққа тұрғызған газетада мен де çalışmaға тырышам. Сау болыңыз.
Siz de çok sağ olunuz. Sıcak sözleriniz için elbette ki eminiz ki Leyla Hanım bu sıcak ve güzel sözlerge layıktır. Emine Vamilova, Nariman Celal ve Şevket Kaybullayev bizim sadık dostlarımız büyükten büyük teşekkürler bildiriyoruz. Çok çok sağ olunuz. Şimdi çiçeklerini kabul edeyiktir. Çok sağ olunuz. Kim zerre kadar hayır yapsa, onun karşılığını görür deyler. Hayır işlerinin belli olgan Leyla Budjurova halkının büyük hürmetini, sevgisini kazandı. Onun şiirlerini dinlegende kartlarımız heyecanlanıp gözyaşlanalar. Geçmişine dalalar. Yaş nesilimiz ise vatanın hakiki kıymetligini daha da ziyade anlap başlaylar ve her bir satırını yürekten geçirirler. Şimdi sizin dikkatinize "Говори, отец, говори" adlı şiirini takdim etmege isteyimiz. Karadeniz Production Studiyası çıkargan klip юбилейimizni devam etti. Говори, отец, говори. Говори, отец, до зари. Говори о жестокой войне. Говори о том страшном дне. Не давай мне, отец, позабыть, кто я есть и какую мне быть. Свой язык не давай потерять. Голос крови верни мне опять. В моих венах пусть льется беда, как соленого моря вода. Пусть мне бьются камнями виски черноморского пляжа пески. Память крови нельзя приглушить, боль народа нельзя задушить. Говори, отец, о том дне, это нужно и важно мне. Не щади меня, не щади. Вновь из дома родного иди. Вновь теряй по вагонам родных, вновь считай, кто остался в живых. Я хочу обо всем узнать, чтобы внукам твоим передать твою боль, что живет во мне каждый миг, наяву, во сне. Пусть для них тоже станет родным слово Родина, слово Крым. Говори, отец, говори, говори, отец, до зари. Gerçekten de Leyla Hanım'ın şiirleri gayet tesirli ve tarihidir. Böyle terin ve duygulu satırlarını tek Leyla Hanım Budjurova yazabilir. Daha bir kere sizin alkışlarınız. Kim bilir, belki yakın gelecekte bu şiirlerge da yıllar da yazılır. Biz ise hatırlamağa isteyik, bugün toplangan paralar Karadeniz Production Studiyasının Ballar proyektinin inkişafı için yollanılacak. Bilemiz ki Kırım Yarımadamızda ötkerilen Canlı Ses proyektinin seviyesi yıl-yıldan artmakta. Bu projekt üzerinde büyük bir komanda çalışmakta ve şimdi bu sanaga çıkacak insanlar da Canlı Ses yarışının sadık dostlarıdır. Asiye Hanım Salih çok yıllar devamında istidatlı talebelerini yetiştirir. Onlardan biri Safiye Denişayeva'dır. Safiye Canlı Ses yarışının galibi ola. Canlı Ses'nin galibi olmak demek büyük ve dülber sanalarda iştirak etmek. Sizin dikkatınızga Kırım'da ve Tatarstan'da nam kazangan artist Asiye Salih ve Safiye Denişayeva'nın icrasında güzel bir yer takdim edilir. Karşılayımız sayılı dostlar.
bitsin artık böyle zulümler, böyle zulümler. Alem halkı bitsin artık böyle zulümler, böyle zulümler. Alem halkı bitsin artık böyle zulümler, böyle zulümler. Bitsin artık böyle Yalmadan Ağustos'a giderik yalı yalı, giderik yalı yalı, giderik yalı. Arkadaki sepeti ben alayım, elime ben alayım, elime ben alayım. Arkadaki sepeti ben alayım, elime ben alayım, elime ben alayım. Sepetin ipleri kesi omuzlarımın, kesi omuzlarımın, mesele oldu. Aç beyaz fırlantanı bir göreyim, yüzüne bir göreyim, yüzüne bir göreyim yum. Aç beyaz fırlantanı bir göreyim, yüzüne bir göreyim, yüzüne bir göreyim yum. Tanesi tanesi, sevdiğim bir tanesi. Tanesi tanesi, sevdiğim bir tanesi. Yar aman yar aman yar aman aman yar. Yar aman yar aman yar aman aman yar. Aman 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 aman. Karnına beden beli, kırmızı bahçeleri, kırmızı bahçeleri, kırmızı bahçeleri. Karnına beden beli, kırmızı bahçeleri, kırmızı bahçeleri, kırmızı bahçeleri. Yüzleri toplayır beş malına, kızları beş malına, kızları beş malına kız. Yüzleri toplayır beş malına, kızları beş malına, kızları. Kırım'dan ve Tatarstan'dan nam kazangan artist, tekrarlanmaz Asiye Hanım Salih Çok sağ olunuz. ve canlı ses yarışının galibi Safiye Denişayeva. Maşallah, aferin bizim artistlerimizge. Sayın dostlar, bu salonda da çoktan çok hayırlamak için bu sanağa çıkmaya isteyen insanlar var ve bu sefer bu sanağa Lila Hanım, Asiye Hanım hayırlamaya istey. Buyurunuz. Büyükten büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. İşte şimdi de bu sanağa Lila Hanım sizin kalemdeşlerinizni davet etmeye ister edik ki bizim güzel şairlerimiz. Keliniz alkışlardan karşılayık. Siyari Kokçi, Ali Kenci Ali, Maye Safet. İşte güzel ve terin manalı felsefi şiirlerinin müellifleri. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. İşte mikrofon vermek gerek. Buyurunuz. Assalamu alaikum. Leyla Hanım, sizge hayırlı yaşlar olsun. Sizin yazgan satırlarınız ebet ağrı
бізде әдеже ағырдан пайда олдылар. Ве бұл ағырыз сізге бұл шайырларыны яздыртты. Бұл дерсін ки көз яшлар элмазға чевірілген кебі. Ве олар пак, ве кескін. Ве сіздің сатырларыңыз енді біздің тарихымызда да, әдебиятымызда да, аятымызда да алтынға чевірілділер. Енді мен сөзін қызларға берем. Қайырлы яшлар olsun сізге. Да, çok кітабыңызда шыққанымен қайырлайым сізге. Ве ардыгүр olsun, бұл бірінші olsun. Ве девамы olsun. Айтқаныңыз olsun, çok sağ olunuz. Лиля Ханум, мои ученики 9 класса писали в начале года сочинение. Книга, которую я хочу рекомендовать. И одна девочка написала самое лучшее, самое искреннее сочинение. И оно было о вас и о ваших стихах. Конечно, мы весь урок говорили о вашем творчестве. Конечно, глаза детей горели. И я хочу пожелать, чтобы ваши стихи изучали наши дети в наших школах, на нашей родине. Çok sağ olunuz. Sevimli, saygılı Lila Hanımız. Doğan gününüz hayırlı olsun, hayırlı yaşlar olsun. Eminim ki bir gün ola bizim halkta, Kırım'da, Özbekistan'da hakikatinde sahip olarak özünü duyup sizin şiiriyetinizde mekteplerde talebeler tarafından öğrenilir dep eminim. Çünkü sizin şiiriyetiniz, sizin icadınız bu halkımızın hakikatinde ağırı, kuvveti, vatanға sevgisi, rahatsızlığı, gelecekке umutu bu hepsi sizin icadınız. Biraz vakit evvelsi kısmet oldu gayrıdan sizin şiirlerinizi okumağa ve onların tesiri altında kalıp özümde sizin icadınızga bağışlap birkaç satır yazdım ve onlarını sizge bağışlap okumağa isteyim bugün. Kağıt çıkıyor. Когда эту боль поместили в меня, мое сердце не вынесло и разлетелось на сотни, на тысячи рифм, а кровь смешалась с соленой волной и выплеснулась на берег родной, разбилась о рифы, смешалась с песком и землей. Я вернулась домой. Бүгін де Лиля ханым бізнен ветанда яшай. Sağ olunuz icadınız için. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Elbette biz Kırım'da yaşayımız, Kırım'da yaşayacağımız ve daima Kırım'da inkişaf edeceğimiz. Çok sağ olunuz. Seyri Kokçeli, Kenceli ve Mayye Safet. Büyükten büyük teşekkürler. İşte Lila Hanım bugün hepsi çiçekler, hepsi güzel sözler ve hepsi hayırlavlar siz için. Hayırlı yaşlarınız olsun. Bu çıkışlar da çok olacak. Elbette ki daha devamı var saygılı dostlar. Büyükten büyük teşekkürler. Hayırlavlar ve hatırlavlar devam etmekte ve bilesiniz Nariman, belki de yaş nesilimiz böyle bir vatan hasretliği ne olduğunu tolusunun anlap olamaylar. Lakin bu sürgünlükünü başından geçirgen insanlar aslında bu böyle gibi şiirlerini, böyle gibi hatırlavlarını pek ağır geçirirler. Afsus ki öyledir. Eminim ki bu hepsi geçmişte kaldı. Bugün ise biz Kırım'da yaşayımız. Vatan hasretliği ise tek yıllarda kaldı degen ümittemiz. Ve şimdi bu sanağa tekrarlanmaz Emine Cevdetovan'ı davet edemiz. Vatan hasretliği. Karşılayımız.
ve tanıma yüksek bağlarından korgende güzel bağlarından korgende Çok yıllar öter, çok yıllar geçer gider. Kene kaytırım ben yurtuma, kene dostlarımın
Emine Hanım Cevdetova. Böyle yıllar kim seni pervasız kaldırmaz. Çok sağ olunuz Emine Hanım. Vatan hasretligi. Siz çok sağ olunuz. Men can yürekten sizni hayırlayım. Bizim xorantama sizni pek seviyor ve hürmet ete. Sağlık sizge, havi sağlık. Ve bir zaman hasret olmayık vatanımızga Lila Hanım. Vatanımızda bahtlı çaslı çok yıllar yaşayıp seveyim sizni. Çok sağ olunuz bu sıcak hayırlar için, bu sıcak sözler için. Emine Cevdetova. Çok sağ olunuz. Sayılı dostlar, biz ise hatırlatamız. Bugün Lila Hanım'ın şiirler jıyıntığı takdim etilir. Bu yalnız müellif için değil de bütün milletimiz için emniyetli bir vakıyadır. Ama bugün biz çok böyle bir şanslımız, büyük bir fırsat yaratıldı. Lila Hanım özünün şiirlerini bu sanada sizler için okudu. Yine de devamı olacak ve şunu da aytmak istedim ki aslında Lila Hanım'ın her bir şiiri ayrı bir hikayedir. Ve şimdi sizin dikkatinizga daha bir geçmişimizge daldırgan hikayeni takdim etemiz. Как долго, Родина, я ехала к тебе. Через слепое детство на чужбине, сквозь юность, равнодушную к судьбе, не верящую прописным святыням. Я в путь к тебе отправилась давно, еще в тот день, в 44-м, в мае, когда беда прикладом стукнула в окно и прогнала мой род с родного края. Пускай я родилась десятки лет спустя, в моей крови стучит воспоминание и душит горло боль, рассудок мой мутя, я там. Я среди них, начавших путь в изгнании. Мне мать велела в узел завязать Коран, отцов кисет и горсть пшеницы, а мне важнее было куклу взять. Не знала я, что хлеб мне будет сниться. Валу, что к мужу в госпиталь вчера я уходила в легком крепдышине. В том платье я далекий путь прошла. В нем на Урале в зиму лес валила. В тот день пошла в соседний городок узнать о брате, храбром партизане, а сына, что ему 4-й лишь годок, везут в Сибирь, меня к Узбекистану. Потом теряла я на станциях детей и умирала на руках соседей, длину пути считая сотнями смертей в огне тифозном, родину бредя. Потом за проволокой колючей жила под Бекабадом, Ферганой, Ангрени, и с кизиком сырым в печурке жгла я боль свою за мнимую измену. Потом в чужой земле я хранила мать, куском платка прикрыв ей тело малостью. Ведь белый саван негде было взять, что мать на смерть хранила, там осталась. Замешивая глину на слезах, дом строила с 10-летним сыном, его растила в нем, с надеждой в глазах вернуться должен он домой с чужбины. 100 судеб у меня, 100 жизней, 100 смертей. Я их несу давно в открытом сердце. Я шла к тебе 100 000 путей, Родина. Теперь мы вместе. Gerçekten de Leyla Hanım'ın satırları yürekke, tamam yürekke barıp dokunam. Büyükten büyük teşekkürler Leyla Hanım böyle terin manalı şiirleriniz için. Biz ise devam etemiz ve saygılı dostlar, aslında şunu da daha bir kere hatırlatmak istedim ki bu şiirlerini siz Leyla Hanım'ın yangi şiirler jıyıntığından okuy bilesiniz. Поэзия изгнания,
adlı şiirler jıyıntığı Leyla Hanım'ın ömür devamında en çok rahatsızlanğan, heyecanlandırğan ve geçmişimizni anlatğan mevzuları aks eter. Aslında sonki zamanlarda bizim halkımızın yaşayışında çok değişmeler oldu. Ve bu değişmeler farklıdır. Hepimiz onu hissettik, hepimiz onlarını duyduk ve mına şimdi bu sanağa çıkacak insanlar da bu değişmelerini tolusunyan hissettiler. Lakin onlar yanı fırsatlarını tapıp elbette ki yanı böyle bir yollarını kıdırıp inkişaf etmeye devam ederler. Sonki 2-3 ay devamında bu insanlarını sınada görmedik. Lakin onlar hakkında çok laflar yükselttik. Ne de olsa endi bizim iki tiyatrımız var. Devlet Teatrı ve Kırım Tatar Halk Teatrı. Bu sezonda ilk sefer sanada, yani eski halk tiyatrımızın sevimli artistlerimiz. Ve şunu aytmak istedim ki bu tiyatrının bediri biri Ukrayna'dan kazanğan sanat erbabı Bilal Bilalov'tır. Karşılayımız. Buyurunuz Cuma. Soğuk sudan aytulu dostlar çatalda kaya candan da sevgen koyunuz dostlar gitti de zaya candan da sevgen koyunuz dostlar gitti de Скажи, отец, зачем черны мои глаза от моря черного, дитя мое? Скажи, отец, а почему в твоих глазах слеза от горя черного, дитя мое? Менің бұл көзлерім не үшін қарадан қара, баба? Қарадың суларından қарадыр менің балам. Көзлеріңіз тоқтамайып, не үшін яшылана, баба? Қара күнлер тесірінден яшылана менің балам. Скажи, отец, где родина моя? У моря черного, дитя мое. Скажи, зачем уехал ты в далекие края? То горе черное, дитя мое. Қайдадыр менің ватаным, сөйлеңіз маңа, баба. Қарадыңыз ялсыңдан, сенің ватаның, балам. Не үшін? Дияр асіретіне düşüp yürüyorsunuz baba. Ona sebep o kara gün, kara tali. Ah balam. Candan da sevgen koyunuz dostlar кетти де. Над Мисхуром и лубкой ночь, над морем веет бриз. К сыну наклонясь в малютке, горько плачет Арзахас. Gece sarktı alupkağa, sakin şuvulday gur deniz. Sabine egilerek
Окунуп ағылай арзы қыз. Қол беріңіз ағалар, деңізден аушайым. Доған топырағыма, дағларыма, ғайрыдан қавушайым. Су анасына дейдеңіз, койдешлеріні чағырма. Меканларда қалмады из, қара күнчін қайғырма. Сенен ақрандаш достардан ичкім сечік қалмады. Елға бойы пакотлардан чық дегіл яш тамлады. Мені азарлайсың деңіз, мұшкүл хабер сөйлейсің. Халқым үшін ватан азиз деген лавқа конмейсің. Белли ки халқ арасында ялан ақсос бір ақмас. Мен еминім, менім халқым топырағыны бір ақмас. Азапларының чоқ азыны көзімлі көріп бір ан. Білки, қоллық да арзыны қорқызмады бір заман. Дженнет киби сарайында евдегенім деді болды. Туған юртым, ватаным деп, бағырым дертке толды. Білер сен, ғұрбет елде қалған демлер ялыңыз, айненені туған тілде ерлар еді арзы қыз. Деңіз бірден ташты қопты, арзының еллерін опты. Тарихта ичте тапылмас, халыққа айыт бойле мисал. Бербат олынды тайпынмас, ақадалетке тенсал. Мүмкін хасталықны еңімек, челлені ве аясқышны. Ачылық олса оңа көңмек, элнен сокмек чөл қыртышны. Мудхиш, вақшияне женктен мүмкін қайтып келмек евге. Кереккенде қол ұзатып, яқшылық япмақ біреуге. Да десем мүмкін еңгіл, дұшмандан ақтыман алмақ. Амма ичте мүмкін дегіл, ифтирадан аман қалмақ. Тек ифтира, қорқу. Бұл күш халқны апансыздан боғды. Ифтира бұл халық үшін окунч. Миллетіні юрттан қуфту. Бекле юрдашларны қызым, эмин ол, илле қайтырлар. Ғайры баштан тиклеп эфис, ватан ерларыны айтырлар. Гече сарықты алып қаға, шуылдап ағылай ғұрдеңіз. Құчағымда евлядынен, беклей халқының арзы қыз. Arapat dağında Henerde acı Айтың, бабам, айтыңыз.
Сабақ айтыңыз, о ағыр жеңк ақында, о мұшкүл күн ақында. Ұнытмайым бабам кім олғанымны, тілімні мен жоймайым, сесімні қанымны. Қара деңіздің тұзлы суыдай, вүжудым толы бела. Ялы kenarındaki kumlar taş olup ursun başıma. Sıcak kanını soğutmak olmaz, halkının yarasını tındırmak olmaz. Ayt babam o kara kun hakkında men bilmek kerekim. Bu mühim bana. Acıma meni. Acıma gene kara yolga kayıt. Vagonlarda soylarını joyganыңны. Son sağ kalganlar hakkında ayt. Men her şeyini bilmek kerekim. Son torunlarına aytarım. Sen çekken bu ağır günlerini gece gündüz hatırlarım. Torunların için olsun mukaddes Kırım, vatan degen sözler. Aytın babam, aytınız. Sabahacı aytınız. Yüreğim sızlı dinler. Dağlarının başına, dağlarının başına ismini yazdırayım, yazdırayım kabrimin taşına. Kabrimin taşına. Saygılı cemaat, Lila Budjurova'nın şiirleri bugün Ayşe Hanım Kokiyeva'nın Bedliaver Settarov'nın tercümesinde yağıradı. Pek dülber ve akıllı, tertipli ve namuslu, geldi dünyaya şair. Dersin bir yüksek bayır, aytayım o kımıdır? Ayçımızge o kımıdır? Aytayım o kımıdır? Ayçımızge o kımıdır? Bu bizim Leyla Hanım. Hey! Bu bizim Leyla Hanım. Hey! Bu bizim Leyla Hanım. Kırımdan kovsan o ketmez, yüreği korku bilmez. O keskin kaleminin düşmanlarını yok eder. Aytayım mı o kimidir? Ayçımızge o kimidir? Aytayım mı o kimidir? Ayçımızge o kimidir? Bu bizim Leyla Hanım. Hey! Bu bizim Leyla Hanım. Hey! Bu bizim Leyla Hanım. Gravitatsiya dedi, adamlarını şaşırttı. Halkımızı topladı. Herkesке umut verdi. Aytayım o kimidir? Ayçımızge o kimidir? Aytayım o kimidir? Ayçımızge o kimidir? Bu bizim Leyla Hanım. Hey! Bu bizim Leyla Hanım. Hey! Bu bizim Leyla Hanım. Ağzından tek bal damlay, tülüne düşken ağlay.
Ақай дегіл о қадын. Айтса, аммада саллай. Айтайым о кімдір? Айтшы бізге о кімдір? Айтайым о кімдір? Айтшы бізге о кімдір? О бізім Лейла ханым. Hey, о бізім Лейла ханым. Hey, о бізім Лейла ханым. Хайрие фондunu açtı, ballarga yardım etti. Ağır kunde kol tuttu, ardı dayım gur olsun. Aytayım o kimdir? Ayçı bizge o kimdir? Aytayım o kimdir? Ayçı bizge o kimdir? Bu bizim Leyla hanım. Hey, o bizim Leyla hanım. Hey, o bizim Leyla hanım. Onu sevgenler de var, ondan korkanlar da var. Onun gibi insanı hiç unutmaz halkımız. Aytayım o kimdir? Ayçı bizge o kimdir? Aytayım o kimdir? Ayçı bizge o kimdir? O bizim Leyla hanım. Hey, o bizim Leyla hanım. Hey, o bizim Leyla hanım. Halk gülgende o güler, ağlasa göz yaş siler. Kırım'ını o pek sever, hakiki ve tamperver. Aytayım o kimdir? Ayçı bizge o kimdir? Aytayım o kimdir? Ayçı bizge o kimdir? O bizim Leyla hanım. Hey, o bizim Leyla hanım. Hey, o bizim Leyla hanım. Sağ olun. Saygılı cemaat, saygılı sevimli, hürmetli Leyla hanım. Kırım Tatar Halk Teatrı artistleri adından bizim rejissörlarımız zalda oturan Rinat Ibazирович Bektaşev, rejissörümüz ve rehberimiz Bilal Şevketoviç Bilalov'ның adından can yürekten hayırlayımız. Ve sizge bugün Amdi Geraybay'ның acayip bir sözlerini aytmak istedim. Bizcesine olar sizge pek de kelişi. Kodekçi, inkılapçı bir şark kızı, Tatar aydın kokunun taң yıldızı. Bolğanını korsem kıvanırman. Kız içinde bir jigit dep tanırman. Çok sağ olunuz. Bizcesine sizni bilgen adam, sizin icadınızını bilgen bir pervasız bir adam olsa bile mutlaka vatanperver insan olur. Endi ise sözünü teatrımızın solisti, Ukrainadan nam kazangan artist Dlayer Tettarov'a berem. Buyurun. Bugün bayram, bugün kuvanç, koz aydın bugün. Leyla hanımның doğulgan günü. Hayırlı yaşlar, soylar kelgen, dostlar kelgen. Olarga da maşallah, Allah sana sağlık versin. Ana vatan Kırım'da 100 yıl yaşa, 200 yıl yaşa, istegenin kadar yaşa. Hayırlı yaşlar. Hayırlı yaşlar, hayırlı ömürler olsun Leyla hanım. Hayırlı yaşlar. Konuşkençe sağlık ne kalın. Konuşkençe. Şimdi ise men sanaga bizim acayip sevimli solistkamızın Emine Ceydetan çakıram. Buyurunuz.
dimentica lì che la bellezza infiora e là fuggeva la sinebria volontà le bianche dolci fremiti che suscita l'amore poiché che vada che ancora ogni potenti fa le bianche amore fra i calici più caldi baci avrà Trovoi, saprò di vedere il demonio già quando tua follia del mondo ciò che non ne piace odio fugge rapido il guado dell'amore e fior che nasce muore nel più si può sanme ancora non li crede quelle intorno il mio destino così la tazza pubblico la doppia bella e vivo in questa ora scopri Kırım'dan ve Ukrayna'dan nam kazangan artist Seytabla Mehmetov ve tekrarlanmaz Emine Hanım Cevdetova. Gayet parlak ve muhteşem bir çıkış oldu. Çok sağ olunuz. Maşallah. Sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Bugün gerçekten de güzel bir akşam saygılı dostlar ve jubilerimizin sadık dostları, muhlisleri ve yakın insanları ile beraberlikte geçiriyoruz ve şüphesiz hayat her bir insanın kalbine göre bereli ve Lila Hanım'ın terin bilgili şahıs sıfatında zengin ömür basamaklarını basıp geçti. Bugünkü günge kadar onun yapkan her bir hareketi gurur ve şeref duydurmakta. Lila Hanım, siz bizim yaş nesilimiz için büyük bir örneksiniz. Ve şimdi bu sanağa aynı böyle bir yaş nesilimiz çıkışta bulunacak ve bu sananı daha da parıl parıl yarıklayacaklar. Yıldızlar Ansambli. Elbette karşılayımız. Karşılayımız.
Аблямидов. Büyükten büyük sürpriz Lila Hanım için. İşte Lila Hanım, sizin muhlisiniz, belli konditer Ernest Ablamitov siz için böyle bir güzel bahşişini bağışlamağa niyetlendi. Maşallah, maşallah. Aferin. Gerçekten de Dilber'den de Dilber en tatlı. Dilber. Ernest Bey, buyurunuz, tatlı torttan gayrı da tatlı sözler de olacak. Onu yapmak Ernest Bey, gerekiyor. buyurunuz. Лиля Ханум, селям алейкум. Лиля Ханум, я первый раз вижу вас так близко. С экранов телевизоров вы такая мужественная и грозная женщина, а вы такая на самом деле изящная и нежная. И когда я думал, какой придумать для вас торт, ну, я думал, это не рюшки, не розовые там цветочки. Почему-то это был серый торт с газетой. Вот, можно. Lila Hanım, yakından bakmağa isteyim. Gerçekten de inanılmaz ama bunun hepsini aşamak mümkün. Он aşamak mümkün. Эти статьи не нужно писать, не нужно читать, их нужно есть. Вот. Моя профессия простая, я не могу сделать столько для своего народа, как вы. Но моя простая задача это bizim halkımızın ömrü az olsa da tatlı olsun. Sizinle beraber. Maşallah, maşallah. Tatlı olmaz. Çok sağ olunuz Ernest Efendi, sağ olunuz. Ernest Ablamitov, saygılı dostlar. Men bir şaşılacak bir şey. Kim Alıp gitmeye isteysiniz? Anda sizinle bekleyecek tor. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Gerçek sürpriz. Gerçekten de muhteşem bir sürpriz oldu ve saygılı dostlar, böyle sürprizler de akşam devamında çok olacak. Aslında bugün tatlı bakışlardan gayrı biz çoktan çok tatlı sözlerini aytamız. Çünkü Lila Hanım buna elbette ki layıktır ve elbette ki bizim misafirlerimizni davet etemiz. Keliniz, hürmetli misafirlerimiz, alkışlardan karşılayıq Zera Bekirova, Ediye Muslimova, Şevket Bey Mehmetov. Buyurunuz. Buyurunuz, jurnalistika sahasında büyük işlerini alıp bargan hürmetli vatandaşlarımız, sabırsızlık ile sizni bu sanada bekleyimiz. Buyurunuz Zera Hanım, Ediye Hanım, hoş geldiniz. Çok sağ olunuz. Bilesizmi, bu menden evvelki çıkışlarını dinleyeyim de ve böyle bir bütün vücudumni böyle bir gurur sarıp aldı. Biz gerçekten de pek baxtlı, pek şanlı bir halkımız. Bizim çeşit devletlerinin xanlarının, hükümdarlarının mektupleşken xanzadelerimiz var edi. Bizim birinci Ali oku yurtunu açkan İncibek hatunumuz var edi. Da böyle şeyler asıl da alemde görülmegen vaktında. Bizim birinci kadınlar jurnalı açkan Şefika Gaspralımız var edi. Bizim 101 yıl evvelsi da Müslüman dünyasında değil, Avrupa devletlerinde bile kadınlar için musavi bir akını kazangan kadınlarımız var edi. Bizim sürgünlükte halkımızga umut bağışlagan, o sesinin cesaret bergen Sabriye Erejepovamız var edi. Ve bizim şu sürgünlükte doğup ve o sürgünlük faciasını herkesten ziyade belkim anlagan ve o şiirlerinin, ateşin sözünün halkımızga şu umutunu bağışlagan ve çok insanlarını vatanga kelmege cesaret bergen Lila Hanımız var. Men ne demek isteyeyim? Lila, sağ ol, var ol. Biz pek baxtlımız. Hayırlı yaşlar olsun Lila Hanım. Men sizin icadınızdan birinci kere 90. sene tanış olgan edim ve
Едік құйы қасабасында митингте сіздің не купленный билет шиырыңызды оқыған едім. О заман так бізді dinlegenler, bu şiirді dinlegenler hep sağlаған еді. Hala da bugün ece siz ağlatasınız cibandı. Ama ben eminim ki öyle vakit, öyle zaman gelir. Sizin şiirleriniz güldürür insanları. Ve ben yeken yaşındaki zamanacağız. Bala jurnal muhariri olarak bekleyeyim sizden bala şiirleri de. Ve daha söyleyeceğim, düşündüm nasıl bir söz, женщина-созидатель, yaratıcı. Siz böyle kadınsınız, size Allah böyle vermiş. Ve yanınızda her daim meslektaşlarınız olsun ve yaratıcılar olsun. Virane etken insanlar gayip olsun bu dünyadan. Ve biz Zehra Hanım'dan böyle ben tabi dedim galiba bir tüste aldık çiçek. Bu tamır atkan çiçek. Sizin icadınız da tamır ata. Ve şimdiki nesillerimiz sizin şiirlerinizi okuyor ve gururlana. İcadınız sönmesin. Hayatınız çok uzun ve bereketli olsun. Hayırlı yaşlar olsun. Büyük teşekkürler. Çok sağ olun. Şevket Ağa, buyurunuz. Nariman, bir mikrofon. Şimdi getiririm. Şevket Ağa bağışlarsınız. Mikrofonga asret oldum. Bu günlerde hatırlayayım geçmişini, şimdiki zamanını ve gelecekini. Çünkü Lilya'dan birkaç gün evvel salakırda etkende 60 yaşından son ne yapmam mümkün? Tek hatırlamağa. Yok. Tek hatırlamağa ve hatıralarla yaşamağa değil. Biz Lila Hanım'a bakıp daha kuruşuna devam edemiz. Biz daha kuruşmaya gerekmiz. Ne için onu aytam? 1980 seneleri biz Kırım'a ana babalarımızını, karbaba bitalarımızını Lila'nın okugan şiirlerinden beraber getirdik. Bilesizim Lila'nın şiirlerinde değil, onun okugan sesinde özüne has olan bir duygu var. Bir araret var. Başkaca bir nefes var. Lila öyle bir okuyor. Çünkü Lila'dan başka onu Lila gibi kimse okup olamayı. Onun tesiri, onun duygusu, onun ayınkı öyle tesir edi. Bu tesirler içinde bizler Ahmetçik'te çadırlar kurduk. Çadırlardan kazıklarını kalktık, evler, temeller kurduk, aileler kurduk. Bu şiirlerle beraber yeni evlatlar doğdu. Kırım Tatar evlatları. Şimdiki zamana bakan da aytam, yeni liderlerimiz çıktı. Tüneun Facebook'ta yaza birden inse. Artık bizde her şey var. Devlet var, bayrağımız var, tilimiz var. Afsus ki devlette devletsizmiz. Tillerimizin içinde tilsizmiz. Hak ve hukuklarımız yerinde değil. Demek Lila Hanım, siz 80. ve 90. seneleri başka yazgan şiirlerini poeziya izgnaniya deb çıkardınız. Çok yazık ki biz gene yoldamız. Biz kaytmak gerekmiz. Biz gayrıdan tiklenmek gerekmiz. Men sizin kalemdeş arkadaşınız, dostunuz, meslektaşınız ve sizinle beraber hepsinden ziyade kavga etken, davalaşkan ve muhabbetleşken sizin muhlisiniz olarak aytam. Lila, çok uzak yıllar yaşa, güreş ve bizge
bağışla. Cümlemiz da böyle büyük bayramlarda görüşmege ve Kozaydın tedbirlerini geçirmege kısmet etsin. Sağ ol ve var ol. Çok sağ olun Şevket Ağa. Çok sağ olun. Biz de sizin renkli hikayelerinizini ve hatırlamalarınızı gayet sağıngan edik. İşte hürmetli insanlarımızı ozgaramız. Çok sağ olunuz. İşte bugün bu hepsi çiçekler siz için Lilya Hanım. Jubiley akşamımız devam etmekte ve şimdi bu sanaga çıkacak bizim artistimizin repertuarında aman her bir mevzuga yırları var. Kırım'ın bir sıra şehirleri, tarihi koyları hakkında yırlar. Ondan da gayrı doğan günden başlap milli bayrak günü bayramlarına kadar yırları var. Ve o endi çoktan bizim halkımızın büyük sevgisini kazandı. Dülber kadın kızlarımız da bu artistimizni bayağı ilhamlandıralar. Çünkü Dülber adlar, meraklı ve parlak şahıslarla bağlı yıllarını da icra etti. Onlardan biri Leylem yeri. İşte Leyla Hanım siz için büyük bahşiş kabul ediniz. Ukrayna ve Tataristan'dan nam kazanan artist Servey Bey Kakura. Karşılayımız. Hayırlı yaşlar olsun. Mahsus siz için. Haydi. Bahçalarda çiçekler, al güller açar. Senin bana bakışın yürekli yakan. İlk görgende seni yer tapalmayım. Eğer razılık versen seni alayım. Hay Leyla, hay Leyla, bir tanem Leyla'm. Sen benim takdirimsin, sevgilim Leyla'm. Hay Leyla, hay Leyla, bir tanem Leyla'm. Sen benim takdirimsin, sevgilim Leyla'm. Ya senin gibi güzel dünyada olmaz. Şu sevgi duyguların bir vakit solmaz. İlk görgende ben seni yer tapalmayım. Eğer razılık versen seni alayım. Hay Leyla, hay Leyla, bir tanem Leyla'm. Sen benim takdirimsin, sevgilim Leyla'm. Hay Leyla, hay Leyla, bir tanem Leyla'm. Sen benim takdirimsin, sevgilim Leyla'm. Leyla Hanım'a hayırlı yaşlar olsun. Maşallah, Ukrayna'da ve Tataristan'dan nam kazanan artist
Server Bikakura. Alkışlar. Çok sağ olunuz, Server ağa, sağ olunuz. İşte sayılı dostlar, bu şen ve pozitif noktada kiçkine bir teneffüsünü ilan etmeye isteyimiz. 15 dakikalık antraktan sonra gene de bu salonda görüşkence. Görüşkence dostlar. Biz sizlerini bekleyik. Я ехала, закрыла дом
Она первая открывает после отра. Возможно, еще через А вы там отдашь? Почему отдашь? У нас там много. Где фотографы наши? Я ей сказала, что она сидела. Потому что вот ловец, нет, они хлеб не догоняют. Алло? Нет, нельзя разговаривать. Прямо пройдите вот туда, не вход в дорогу. Вы с той стороны, на эту сторону. Сейчас видишь, мы все сидим, журналисты. Ильдар, теперь почта еще домой отправить? Школу закрыть? Теперь что, одна из муж, я смог, потому что если я спать, дверку закрою. А Ильдар сидит, болит, чихает, сейчас я говорю, зайдем, здесь. Там кто Чего ты делаете? Тургик, на другой стороне 58. А что осталось? Ты что сделал? Аля, не смотри. Сивиль, 58. У меня тут.
Условия отключили. Ну, отключили. Там сказали, отключите телефон. Да, я тоже надо. Давайте объясним. Идемте. Что, разница? Конечно. Вину телефон? Закройте меня. Ну и долго. Не честно. У меня есть зеркало, на телефон. Я тоже чуть-чуть подкрашу. Бедняжка. Это же красиво. А кто нас фоткает? Я? А втроем же мы хотели. Кого-то попросим давай. Здесь, да? А может не надо было загрузить? Пошлите? Мы подождем. Ну давайте встретимся здесь. Да, здесь надо встретиться. Это сфотографировать нормально? Я не умею. Ой, что там на кнопку надо? Давай пока не встань, телефон. Ой, не, одна так не надо. Кнопка большая. Алло, балам, селям. Концерт Федорон Чинсон Бадумбала шла. Контракт, представляешь? Нет, в доме профсоюза. Он без контракт, мы начинаем день переполучает, это перемены. Да, продолжение следует. Ну да, куда это как Нет, ты спи. Я это устрою, и главное, встретить. Знаешь, кто у нас на этом? Этот Эскендер, вот это, на трассе. Давай. Эскендер. Хорошо, я попрошу, знает. Да. Ему как раз домой здесь рядом. Да? Еда беш ноль. Ага, все, открою. Так что Yakşı, men bilem kariyerim oldu bana. Rahatsız olmadım. Endi qaytdınız evdesiz? Да, барып келдіңіз Алашкаға? Ну, yaxşı. Согласилась, все, yok demedi.
Ну, pek yaxshi. Ну, pek yaxshi, yapar, qo'li o'yladi. Ana, bu sizni? Хорошо, pek yaxshi. Öyle olsa pek yaxshi. Onu beğenirim. Просто men pek seviyorum. Sağınam, sarmalarım diye yapayım. Adamlar da olsun sarma, yakları kaydı içmedim. Они боятся, нам поехали, пример уехал. Это что, можно сейчас прийти? Возле вас нет места? Какое место есть? Сзади было. Сидишь, сидишь. Выздоровеет. Главное натурчиться. Растет? Я да, такой прям глазастый мальчик. Машалла. Кайда? Конечно. Так, не так, балабан весится.
Сюда, быстрее, gente.
Учитесь и все. Я тебя потеряла. А я так долго в лесу стояла в очереди за курс, моя очередь зашла, влезла маленькая молоденькая девушка. Скажешь. Да, слушай, да. Я ходила, а воспитание забыла. Я обалдела. Ну правда ведь, девочки? Пролог песню тянула, воспитание тоже забыла. Такая вот лет вообще. 16-17. Тебе не предлагают. Не. А мне можно вообще что-то... Лилия Хануму. Лилия Хануму. Тап Ташкенттен білейм. Митингте, халықлар топлаянда, Дружба народов деген ерде Ташкентте бұл Лилия шықты. Алып барылар вақыт Ескендер Фазыл, Фуат Аблямитов, Решат Аға Джемилев, Шеф Хапте Велиева, ве бұ шықты. Онан сон шиырлер яңрады. Біз шаштық. Хандан шықты Лилия. Біз оны білмейік. Ташкентте яшайып, оқадар митинглер япып білмейік. Онан сон çok yıllar geçti. Men Lilia'dan bir көрішінде сорадым. Лиля, насол біз сені білмедік та бөле çıktın, бөле şiirler yazdın. А оди мен митингте duruydım. Meni de hocam tutaydı arttan de. Meni bir kuch meni bölе itedi. Hepsini nemetip halk çoktu çıktım mikrofona bu şiirleri söyledim. Lilia'ya Allah ya Rabbim uzak ömür. Allahu Teala onun boynuna baxt incileri taksın. Da bizim halkı da çok sevindirsin. İnşallah bütün isteklerimiz yerine gelsin. Bütün halkımız vatanda toplansın ve ballarımız ozu cumhuriyetini görsün. İnşallah biz de görmeye isteyik. Sağla kalınız. Я была в эфире. Да, ты не знала? Сказать слова, которые на сцене. А уже все? Урметлі сeyirciler, bizim tedbirimizin birinci kısmı yükünlendi ve biz Liliya Hanım'ın omurı, onun hareketleri icadi hakkında film gördük. Birçok çıkışlarını eşittik, dinledik ve hatta sanaga tort çıkarıldı ve şimdi kısa bir teneffüs ilan edildi ve adamlar çıkıp öz suratlarını paylaşıyorlar. Tedbir pek güzel geçmekte. Ve en bana men beğenген şeyim bilesіз, mına bu tort çıkması, tortta değil de bu konditör Ernest galiba. Ernest'nin айтқан sözleri pek akılımda kaldı. Öyle bir heyecanla, açık yürekle aytты. Men sizni böyle uzak, yakından da görmegen edim. Siz televideniyede böyle ekensiniz ama böyle nazik, güzel, merhametli kadın ekensiniz degenizin pek beğendim. Ve bilesiniz, men mana milli mekteplerde çok çalıştım ve hoca olarak aytmak isteyim. 30 yıl evvelsi Liliya Hanım'ın şiirlerinde nesiller oldu, nesiller büyüdü. Çünkü mektepte 18. Mayıs günü, matem günü, bir matem günü Liliya Hanım'ın şiiri ya da sanalaştırılmasa, ya da okulmasa onsuz bir vakit geçmeyedi. Osni Hoca, men daha soracak edim, mına siz Liliya Hanım'la beraber endi çok seneler çalışasınız. Mına bu vaqtda açık aytınız. Bilesің, men de Liliya Hanım'dan birinci kere tanış olғанда öyle bir gururlandım. Böyle kadınla çalışam, böyle kadınla sohbetleşeyim dep ve mına bu yıllar devamında onun ne kadar akıllı, vatanperver insan olğanını ve bunun beraber
эркезге ярдым эліне ұзатмаға азыр олғанына. Мына білесім, бөле бір тедбірлер олса, мені ақылымда Лиля ханым насыл біздің құчақлай. Вот о қадар самими, о қадар ачық юрекнен құчақлай ке, ве епімізге ярдымға, мен білесем мына, бүгін айтсақ, шынды айтсақ, бұл тедбіріні ташлап, ярдымға чапар. Бір жерде бір şey oldu десек. Оле бір инсан. Çok sağ olunuz. Мен есе қайретмеге істейім. Бүгін топланған паралар Қара Денис Продакшн студиясының балалар лейхаларына масраф етілежек. Сіз есе эфирімізде айрылмаңыз. Екінші қысымда да çok мерақлы şeyler olacak. Я же вам сказала, сколько я месяцев они же не Камера. Камера Самое главное, это немножко. Проходите, пожалуйста. Посмотрела на мои страницы, на колени залезла, Она говорит, как говорит, видите, я говорю, в Одессу, какой это фильм? Я говорю, нет. Sayılar, yerlerine yerleşmiş için bu başlarda konserlerinde yüksek başlayacak. Çok fazla salonda bekliyoruz. Давайте. Все нормально?
Знаешь, еще не ничего, Тема проходим в зал. Сен ұстап қанша шақырдың? Сен бағасың, Hizmet sosyallerimiz bile akşamlarına devam ediyoruz diye tanıtımlarımızdan da var. Eğitim sınavlarımız. Я Бога не искала, по незнанию святой души, ведшей грани добра и зла, без веры и веры, не испытавшей горечи без меры. А Бог был рядом. Он в мой дом вернулся и в час беды надеждой обернулся, взглянул в глаза и отворил мне уши, открыл украденной отчизной душу. Мой Бог в камнях разрушенной мечети рыдает горько, как дитя под плетью. Мой Бог в убитых танками могилах, в костях покоя не узнавших милых. Мой Бог в бездомных стариков глазницах, в их жестких от бессонниц долгих лицах, в молитве плача по друзьям ушедшим, в коротких снах, на горе злое вещих. Мой Бог в мелодии протяжно гибкой, которую мой дед играл на скрипке давным-давно, в каком-то прежнем мире. Мой дед пропал, но песня глубже, шире. Мой Бог, мой Крым, как мысль пророка древней, задумчивый, беспечный, суеверный, сокровище мое, моя любовь и вера, как море черное, безбрежное и безмерный. Он в западе яйлы весенне нежном, веселье волн, бегущих к побережью, движение облаков в порыве ветра, в татарских голосах на песню щедрых. Он в родниках земли кристально чистых, в волне морской, лазурной и игристой. Он в скалах Демиржи и Чатырдага, в туманах их высот, седых от влаги. Мой Бог еще живет в моей отчизне, измученной, почти лишенной жизни, но не погибшей до конца, в надежде, что день придет и будет все, как прежде.
Майя Ханум Анафиева, Кырымда нам казанған артист ve ансамбль Yıldızlar. Yıldızlar ансамблі, сайғыл достар, чечек ойыны, чечел кебі дүлбер қызларымыз Аферін. Çok sağ olunuz, hanımlar, sağ olunuz. Bilemiz ki Lila Hanım'ın şiirleri kim seni pervasız kaldırmaz. Bir nesil onlarını okup tesirlenir. Ve bilesiniz mi Lila Hanım, Cankoy şehrinde güzel bir kiçkene 9 yaşındaki Arzu Mustafayeva yaşay. Ve o sizin büyük bir muhlisiniz ola. Ne için? Çünkü o aman sizin bir şiirinizni ezberden bile eken ve onlarını can gönülden geçirip okuy. Ve elbette ki siz için da bir bakşış Arzu Mustafayeva bugün bu sanada aynı sizin şiirinizni okuyacak. O uzu küçük olsa da yüreği vatanға, sevgi doludur. Bugün o Lila Hanım'ın Говори, отец, говори şiirini okuyacak. Arzu Mustafayeva bizim юбилей akşamımızı devam edelim. Karşılayımız. Говори, отец, говори, говори, отец, до зари, говори о жестокой войне, говори о том страшном дне. Не давай мне, отец, позабыть, кто я есть и какой мне быть. Свой язык не дай потерять, голос крови верни мне опять. В моих венах пусть бьется беда, как соленого моря вода. Пусть не бьются камнями виски черноморского пляжа пески. Память крови нельзя приглушить, боль народа нельзя задушить. Говори, отец, о том дне, это нужно и важно мне. Не щади меня, не щади, вновь из дома родного иди. Вновь теряй по вагонам родных, вновь считай, кто остался в живых. Я хочу обо всем узнать, чтобы внукам твоим передать твою боль, что живет во мне каждый миг наяву во сне. Пусть для них тоже станет родным слово «Родина», слово «Крым». Говори, отец, говори, говори, отец, до зари. Машалла, машалла, bizim yaş nesilimizge maşallah. Arzu Mustafayeva. Өзі кешкене olsa böyle bir büyük manalı şiirlerini büyük ustalık ile okuy. Aferin. Böyle gençlerimiz var eken inşallah bizim geleceğimiz parlak olacak. Maşallah, çok sağ olunuz. Büyükten büyük teşekkürler. Мен шын түшіндім, не үшін bizim балаларымыз öyle şeylerini okuylar. Tövbe. Oynasınlar, kulsunlar, yırlasınlar. Bu aslı şaşılacak bir şey. Balamız Kırım'da yaşaylar. Onun için onların yaşayışı kuvvetli gerek olmak. Amin. Айтқаныңыз olsun. Elbette ki bu yaş gençlerinin geleceği tek parlak olsun ve şu kara günler ne olganını olar içte bilmesinler. Aslında sayılı dostlar, biz Kırım Tatarlar daima yardım elini uzatkan, alçak gönüllü ve musafirçen bir halkımız. Ve şimdi bu sanağa çıkacak insanlar öz hareketleriyle bunu tolusunen ispatlayırlar. Beli iş adamları Dilara Yakubova ve İsa Haybulayev bu sanağa davet ettiler. Buyurunuz. Dilara Hanım ve İsa Bey, sizni bekleyimiz. İşte bu insanlar gerçekten de öz işinin yardımı ile biz Kırım Tatarlar hakiki musafirçen ve alçak gönüllü bir insanlar halk olganımızı ispatlayırlar öz hareketleriyle. Geliniz onlarını alkışlayın. Buyurunuz sayılı misafirlerimiz. Hoş geldiniz, hoş sefa geldiniz.
Sizga mikrofon. Sağ olunuz. Я вот сижу на этом реквиеме, и такие странные чувства переполняют меня. Я говорю, Лиля, я не оговорился, это действительно реквием получился. Почему? Потому что на твоей поэзии выросло 3 поколения, и оно всем им близко, и оно всем им родное. И оно передается, видимо, тебе по наследству от отца. Я сегодня вспомнил ситуацию, когда я был совсем маленьким ребенком, это был 60-е годы, начало. Бабушка водила нас на вокзал, внуков смотреть вагоны, пришли они или нет, которые должны были, по ее мнению, вернуть всех в Крым. Мы ходили все лето, а потом бабушка заболела и умерла. Ее узелок так и остался нераспечатанным. Она как связала его, она его не открывала. Она хотела успеть на этот поезд, чтобы все было наготове. И вот твоя поэзия – это поэзия тех, кто родился в Крыму, поэзия тех, кто родился в депортации, и поэзия сегодняшнего поколения. И боль у всех абсолютно одинаковая. Боль – это боль по нашему Крыму, по нашей родине. Я бы очень хотел, Лиля, чтобы ты сделала свой самый лучший репортаж в тот день, когда сбудутся мечты каждого крымского татарина, который сидит в этом зале. Когда сбудется мечта каждой крымско-татарской семьи. И этот самый лучший репортаж сделаешь ты, Лиля Буджурова. Хайрлы яшлар. Лиля, поэзия – это проза самая мощная и самая лаконичная. А поэт – это человек, который является тем человеком, который архивирует время, спрессовывает его и передает следующим поколениям. Пусть через катарсис, через боль родится новая поэзия с позитивными нотками и с такими детками, которые вот выходят сюда, и пусть их следующие стихи будут чистыми, радостными, как журчащий крымский ручеек. Молодость – это сила, энергия и вовлеченность в жизнь. Лиля, ты молодая, потому что все эти качества у тебя есть. И поэтому пусть молодой поэт со всеми этими жизненными качествами, силой вовлеченности будет писать продолжение летописи нашего народа, которая будет светлой, радостной и восклицательной. Хайрлы яшларусың, Лилечка. Çok sağ olunuz. Vatanperver insanlarımızın güzel sözleri. Çok sağ olunuz. Gerçekten de çok güzel sözlerini ayttı Dilara Hanım. Aytkanınız olsun inşallah. Öyle de olur. Biz büyük umut besleyimiz buna. Alkışlar saygılı dostlar. Çok sağ olunuz. Biz ise devam etemiz saygılı dostlar. Aslında Lila Hanım bu vatanperverliknin, halk severliknin timsalidir. Bugün bu mevzu hakkında çok sözler yürsetildi. Bazı bir çıkışlarını göz yaşsız bakıp olamadık elbette ki. Şimdi bu dakikası şeyin duyguları iz edecekmiz. Çünkü sanağa Emine Mustafayeva davet edildi. Karşılayımız. Buyurunuz.
ханым, жан жүректен хайырлайым сізді. Бүтін güzelшілер bu dünyada olғанына сізге тілейім. Жан жүректен. Сақ olunuz. Emine Hanım Mustafayeva. Çok sağ olunuz Emine Hanım, sağ olunuz. Sürgünlük mevzusu halkımızın bugünkü günge kadar sızlagan yarasıdır. Yıllar geçiyor ama o yaralar şifa bulmey. Çünkü onlar gayet terendir. Разговор с сыном bu hikaye kimseni pervasız kaldırmaz. Где ты, мой сыночек сероглазый? Что ж ты не приснишься мне ни разу взрослым? Ты, наверное, уж седой. Не болит ли на плече местечко? Помнишь, ты ушибся о крылечко? Ах, какой ты увиделась бедой. Помнишь день, какой был летний ясный? Шли, когда с тобой мы в эти ясли, тот проклятый вечный майский день. Что ж ты, сердце глупое, молчало? Ничего кругом не замечала, только в небе жаворонков звень. Ты не знаешь, сын, что дальше было. Как меня слепым прикладом били, не рвалась, чтоб за тобой бежать. Как твою сестренку уносили, знали подлецы, какой силой сердце материнское держать. Как потом я поезда встречала, в окна их летящие кричала твое имя, род твой, село. С той поры, когда смотрю я фильмы, где целуют на вокзалах милых, будто душу пепел намело. Сколько детдомов я обыскала, сколько душу горькую таскала по дворам бесправия и потерь. И теперь мне этот ужас снится, чьи-то пальцы мнут и рвут страницы с именами крымскими детей. А потом однажды мне сказали: сын ваш умер где-то на вокзале, потому его в бумагах нет. Ты не думай, мальчик, я не верю. Ведь не люди то сказали, звери. Лишь зверей достоин был ответ. Я уже стара, родной сыночек. У твоей сестры большие дочки, много с ними счастья и забот. Только часто долгими ночами, слушая у двери, не стучат. Кажется, что ты придешь вот-вот. В эти ночи я прошу у Бога, покарай тех нелюдей дорогой в долгий путь от дома своего. Накажи их моей бедою. Сделай душу всю от слез седою. Отомсти за сына моего. Saygılı dostlar, Liliya Budjurova. Liliya Hanım bu şiirini sürgünlükte öz evlatlarını joygan analarga bağışladı. İşte Liliya Hanım halkımızın faciasını böyle kaleminin ve kalbini sızlatkan sözlerinin yardımıyla o günlerini bizge anlata ve tarif etti. Şimdi bu sanağa davet edilecek insanlar da çeşit janlarda çalışırlar. Onlar resimlerinin yardımı öz duygularını ifade ederler. Elbette ki resimlerinin yardımıyla onlar öz duygularını ifade ederler. Bu kim? Elbette ki bizim hürmetli ressamlarımızı davet edemiz. Zarema Hanım Trasinova, Ali Musinov ve Lenur Beyvililayev'ni bu sanağa davet edemiz. Buyurunuz bizim hürmetli misafirlerimiz. Gürdeli alkışlar ile bu hürmetli vatandaşlarımızı, ustalarımızı karşılayımız saygılı dostlar. Geliniz ben sizge yardım edeyim. Alkışlar saygılı dostlar, geliniz alkışlayın.
Buyurunuz Zarim abdi, siz başlanız. İrfan. Yakınca mikrofon mümkün olsa. Pek duygulandı Zarim abdemiz. Nafile değil. Bilemiz ki bu şiir ile bazı bir hikayeniz bağlı. Bağışlayacaksınız. O Zarim Nabtiyan'ın anasını yaşayışı, o Zarim Nabtiyan'ın anası özü ballarını o günge gördüm. Bugünkü akşam yanıdan bir şey yanıdan sanki seçip geçti gözlerim yanında. O kadar Lila'nı yapkan işleri, yaşaganı, bütün bizler beraber onu denedik. То есть, бек мушкуль магалитма. Лиля, я очень много хотела сказать такого необычного, но сердце мое переполнено. Вот то, что сегодня в зале произошло, то, что мы увидели, все сызново прошло, промелькнуло перед глазами. Вся жизнь моего народа. Твои стихи такой силы, я ничего бы не хотела больше даже читать, вот честное слово. Потому что, как ты читаешь, оно настолько внутри меня сидит, как будто я сама это пишу, понимаешь? Такая боль в душе, я не знаю. И праздник вроде бы, твой день рождения, но посмотри, сколько народу, все любят тебя, знают, ценят. Ты такая сильная, мощная, бесстрашная. Я не знаю, каких тебе дифирамб я не спела бы, я не знаю, конца края нет, наверное. Потому что я тебя люблю, я тебя ценю, я восхищаюсь тобой. Ты настоящая женщина, мать Бзенхалтовна. Понятно? Çok sağ olunuz. Biz hepimiz duygulandık bugün. Alim ağa buyurunuz. Ну, Лиля Ханым вообще великая женщина, великая вообще дочь нашего народа. Я всегда говорил, что у нас очень редко таких поэтов. Таких поэтов очень мало у нас. И придет время, наверное, все-таки будет стоять тебе памятник в Крыму. У нас славные женщины есть. Столько у нас прекрасных, героических из артистов, поэты. Просто на зависть, на зависть. С такими людьми мы никогда не пропадем. Мы будем жить дальше. У нас еще впереди очень много дел. Нам еще много надо сделать. И поэтому живи долго, на счастье нам. И пусть молодежь себя берет пример. Как сказал Маяковский, если хочешь делать жизнь с кого, делай с Лили Буджуровой. Лиля Ханым, Савол, я настолько тебя просто люблю с первого дня. Как только услышал, первый раз, когда на митинг, тогда не первый раз, когда на митинге я тебя увидел, я сразу сказал Зареме, вот гениальный поэт. Ну, я тогда сказал. Так что ты такой и остаешься. И несмотря на... Ты поэт, смотри, общественный деятель, журналист. Ну, где таких людей найдешь еще? Будь здорова. Саулық саға, здоровья, все тебе. Alim ağa Hüseyinov, sayılı dostlar. Çok sağ olunuz. Gerçekten de gurur koterici sözlerini ayttınız Alim ağa. Buyurunuz Ленур Бей. Selamü aleyküm. Selamü aleyküm Lina Hanım. Хайырлы яшлар болсын. Я тоже один из тех, которые слышали о вас, видели
на экранах, но возможности познакомиться лично с вами не было. Видимо, всему свое время. Вот я здесь, вижу вас, можно сказать, вживую знакомлюсь. И, конечно же, глядя на ваши труды, на ваш жизненный путь, на ваш творческий путь, вы действительно сделали очень много полезного, много хорошего для людей, для народа. Поэтому, глядя на ваши труды, я искренне восхищаюсь вами как женщиной, действительно сильной женщиной. И желаю вашему делу быть и процветать, а вам лично просто быть счастливой женщиной. Обычного женского счастья желаю. И позвольте мне вам подарить одно из своих творений. Машалла, рессамда не bağışlay bile. Elbette ki güzel bir resim, güzel bir bakışış. Ve bugün her şey Leyla Hanım için. Leyla Hanım'ız için çok sağ olunuz bu sıcak hayırlar için, sıcak sözler için. Leyla Hanım çok yaşasın ve Ali Mağa aytkanı gibi Ogde da Leyla Hanım'ın çok yapacak işleri var. Ve biz eminiz ki Leyla Hanım mutlaka onu yüksek seviyede becerir. Ama bugün saygılı dostlar kuvvanmak gerek. Çünkü bugün bayram, biz jubileyini kaydetemiz. Ve bizge aslında yarık umutunu balalar bağışlaylar. Balalar cemiyetinin geleceğidir. Biz bugün onlardan nasıl kıymetlikler ve dünya bakışlar, medeni ve manevi normalar terbiyelesek, geleceğimiz de aynı şey olacak. Mana endi kaç yıl devamında canlı ses yarışı yanı yıldızçıklarını açar. Vakit kettikçe bu yıldızlar daha da parlak yana. Aynı böyle yetişkin yırcı jubiley akşamımızına devam edecek. Elina Sosnovskaya, Kırım benim vatanımsın. Kürdeli alkışlardan karşılayın. Kuşlarının yankırar çivildisi, çöllerini sarar yuşan kokusu, darlarda çapışkan at sürüsü, yüreğimde inler vatan yarası, dağlarda aksulur ezan sedası, canha can bakışlar onun havası, tılsımlıdır onun bergen devası, yüreğimde inler vatan yarası, vatanına yurdumsun, yüreğimde hatırımdasın, Kırım'ım benim vatanımsın, hep canımda aklımdasın, uzak olsam da senden, hiç unutmam senin kokunu, sana alhan hasretim, geceleri böler yuhumda.
Bizim yaş istidatlı Elina Sosnovskaya. Лиля ханым, мен сізні хайырлайым. Хайырлы яшларыңыз olsun sizге. Allah sizге uzun ömür versin ve icadi yolunuzna açık olsun. Çok sağ olunuz. Elina Sosnovskaya, canlı ses yarışının galibi. Çok sağ ol Elina. Buyuk icadkar, buyuk jurnalist, buyuk cemaat erbabı бүгінде Karadeniz Production studiyasında faaliyet göstermekte. O özünün bütün bilgisini, iradesini, istidatını koyup çalışa. Onun kanatı tübünde bir sıra jurnalistler çalışıp örnek almaktalar. Bu gerçekten de biz için büyük bir şereftir. Geliniz, şimdi bu sanağa Lilia Hanım'la beraberlikte çalışkan insanlarını davet edeyik. Karadeniz Production studiyası karşılayın. Buyurunuz, hepinizin sanata bekleyimiz. Elzara Hanım İslamova, Usniye Hanım Halilova, Ayner Bey Muradasилов ve elbette ki hepsi jurnalistlerimizni bu sanata bekleyimiz. Alkışlar saygılı dostlar, işte bu insanlar daima halk için çalışmakta, sizler için çalışmaktalar. Lilia Hanım, sizni de Buyurunuz Lilia Hanım, sizni de davet edemiz. Geliniz sayın misafirimiz, en güçlü alkışlar Lilia Hanım Burjurova ve Karadeniz studiyası. Работать с Лилией Ханум в одной команде – это не только усиление команды, высокий профессионализм и всегда интересный продукт. Это прежде всего жить и работать с таким же бесстрашием, отвагой, с такой же принципиальностью, быть вне конъюнктуры и всегда бороться за правду и справедливость. Это то, что всегда движет нашу любимую Лилию Ханум, делает ее такой близкой, такой любимой для каждого крымского татарина. Лилия Ханум, для всех нас работать с вами, учиться у вас – это большая честь. Но ведь помимо работы вы для нас еще очень-очень родной человек, который своим большим сердцем, добрым сердцем, по-матерински заботится о каждом из нас. Это действительно так. Каждый день дарит нам свое тепло и любовь. Кармане они не говорят. Лилия Ханум, мы действительно большая семья, которая вместе с вами, прижавшись друг к другу, действительно прошли уже определенные испытания. И сейчас проходим трудности, проблемы, но работаем, много работаем, с одной единственной целью – быть полезным и нужным нашему народу. Поэтому, Лилия Ханум, мы всегда вам желаем, и сейчас повторим, пусть покой вам только снится. Мы желаем вам такой же насыщенной, напряженной, интересной и плодотворной работы, радостной. Во благо нашего прекрасного крымско-татарского народа. Будьте здоровы и будьте счастливы. Мы вас очень-очень любим. Хайрлы яшлар олсон. Ақшам шерифлеріңіз мұбарек olsun, үрметлі мұсафірлер. Бұл ерге келіп, Лилия Ханым Буржуроваға ve bu екі дүлбер қадынның артында çalışқан Karadeniz Production студиясы ve bizim saytımızға işanç ve saygı bildirgеніңіз үшін teşekkürler bildiremiz. Lilia Hanım, canlı sesinin birinde aklımızda olsa, istidatlı ballarının ve halkımızla gururlanıp, ayağımız olmasa oynayacakmız, sesimiz olmasa yırlayacakmız degen edi. Lilia Hanım, siz halkımızın şu ayaklarına kuvvet bergen,
Sesine güç bergen insanlardan birisiz. Ve mutlak Kırım hakikaten bizimki olgan sonda çok yıllar böyle olsun. Leyla Hanım'ın bir adeti var. Öyle bir açık yürekten kucaklay, mına korunuz, mına böyle kucaklay. Уже многие годы Лиля Ханум является просто авторитетом для огромного количества молодых журналистов. У Лили Ханум есть любимая фраза, я ее часто люблю повторять: нет крымско-татарской журналистики, точно так же, как нет крымско-татарской физкультуры и математики. Но то, что благодаря ей выросло не одно поколение крымско-татарских журналистов, которые помогают вам смотреть на Крым нашими глазами, глазами Карадинас Продакшена, глазами Лили Ханум Буджуровой. Хайрлы яшлар! Машалла, машалла. İşte bu Karadeniz Production stüdyasının hadimleri. Çok sağ olunuz. Halkına hizmet etken insanlar. Karadeniz Production stüdyası. Çok sağ olun. Sağ olun. Milletimizin kısmeti ve baktı aynı bu toprakla bağlıdır. Biz hepimiz halkımızın bir ayrılmaz parçası olamız. Yaşayışımız devamında bütün vücudumuzla öz toprağımızga ve milletimizge hizmet edeceğimiz ve hizmet etmeye devam edemiz. Bunu öz misalinde Lila Buджурова daima isbatlay. Ve mına yaş nesilimizde maşallah. Lila Hanım'ın küçükine muhlisleri. Maşallah bizim yaş nesilimizge maşallah. İşte sayılı dostlar, bu vatanperver noktada biz konsertimizni devam etemiz ve bu sanaga gayet güzel Milletim adlı yeriyle Yuriy Kurnakov'nu davet etemiz. Karşılayımız. Rüstem Ağa Mehmetov. Şair körgenini başka insanlar korup olamaydı. Benim bir dörtlüğüm var şairge bağışlangan. Şairinin sözüne insanlar şaşar. Şunun için şairler ebedi yaşar. Kolunu öperim. Rüstem Ağa Mehmetov sayılı dostlar, halkımızın sevimli yırcılarından biridir. Büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz Rüstem Ağam. İşte Yuriy Kurnakov sizler için icra etti. Milletim, men senin balamın milletim. Sen kısmetim, insafım benim de kuvvetim. Nasıl dülbersin, dülbersin, dülbersin. Sensin, benim kanımda sensin. Benim canımda sensin. Dünüm anımda benim milletim. Sensin, benim kanımda sensin. Benim canımda sensin. Dünüm anımda benim milletim. Milletim, dev yürekli batır milletim. Bin selamlar sana benim bitmez kuvvetim. Nasıl dülbersin, dülbersin, dülbersin. Sensin, benim kanımda sensin. Benim canımda sensin. Canım anımda benim milletim. Sensin, benim kanımda sensin. Benim canımda sensin. Canım anımda benim milletim.
bir gibi çekip geldim. Kırım'da ulu adımı sen buldun dünyaya bildirdin. Ant ettim ben, söz verdim ben, millet için can vermeye. Korup durup milletimden göz yaşını silmeye. Ant ettim ben, söz verdim ben, millet için can vermeye. Korup durup milletimden göz yaşını silmeye. Ant ettim ben, söz verdim ben, millet için can vermeye. Korup durup milletimden göz yaşını silmeye. Юрий Курнаков, Milletim adlı yeri. Yaşasın bizim milletimiz, yaşasın halkımız, yaşasın Lilya Hanım Budjurova. Maşallah, maşallah. Buyurunuz. Lilya Hanım, buyurunuz. Şimdi mikrofon sizge verirler. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Bu zalga toplağınız, benim bayramga toplağınız için büyükten büyük teşekkür ederim. Türk sözlerini asla aklıma tutamayım. Sağ olunuz. Hepsi aytkan sözlerinizge de için çok sağ olunuz ama gerçekten aytıp ben çok sözlerini işitip tap utandım. Ama bayağı da kovandım evet. Demek çok yıl davamında yapkan işim çok adamga gerek edi. Bu mağa büyük bir işanç ve eminlik verir. Men bugün pek baktlım. Bilirsiniz, yıllar ketken sayın bakt degen söz boş lafların o temizlene. Em esası kalı. Em esasım benim vatanım, benim halkım, benim horantam. Kırım bizim ve hepsimizin bizim vatanın olsa siz benim halkım, siz benim horantam. Çok sözler yüreğimin içine ama çok laf etmeyeceğim. Ömrümde olganınız için çok sağ olunuz. Siz de çok sağ olun Lilya Hanım. Saygılı dostlar, kelip beraberlikte Lilya Hanım'ın bu bayramını kaydettiğiniz için büyük teşekkürler bildiremiz. Saygılı dostlar, iyiliklerdi görüşürüz. Sağlık diyen kalınız. Lilya Hanım Budjurova. Alkışlar.